Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером в воскресенье мы, несмотря на все турбулентности в мире, вместе и шумим. Это очень здорово, что мы можем высказаться прямо в комментариях, в чате, да где угодно, по поводу всего того, что происходит. Лично для меня особо важно, что нас объединяет нечто большее, нежели просто отслеживание новостей, тенденций, мнений и того, куда идет мир. Мне кажется, гораздо важнее, вот стопроцентно больше дает шум это единение, да, и для этого, как всегда, у нас, собственно, наша игра в города. Кто-то говорит, ну сколько можно, но это затягивает время, зачем, мол, как-то зачем? Потому что, а если бы не игра в города, вот кто бы смог предположить, что вы, например, непосредственно из Лотарингии, да, из Лотарингии нас смотрят, а также из Анапы, Киева, привет, из Физбека, Германия, Таиланд здесь, и это прекрасно. Значит, Одесса, Сочи шумит. Поехали, поехали, он сказал, поехали. И Хельсинки смотрят, и Харьков шумит, и это здорово. Некоторые, правда, говорят, еще шелестит, ну, мол, там, да, шум шелестит, да, вот в таком духе, но все равно очень приятно. Рига, Красноярск на связи, Урал на связи, Закарпатье, Чехия, Нептун, Харьков, Нептун, наверное, планета все-таки, Казань, Копенгаген, привет из Воскресенска, Сашке Шелесту, спасибо большое, вам тоже привет. Нефтеюганск с нами и, конечно, Евпатория, Симферополь, Гамбург, Харьков, Москва, Кривбас, Одесса, Уфа, Симферополь, Ополе, Польша и Варшава тоже здесь, Краснодар, Жмеренко, Глазов, Удмуртия, Пенза, Чернигов с нами и Тель-Авив. Отличнейшая география и все как всегда в нашем шуме. Здесь всем рады и все рады вашим лайкам. Если вы услышали свой город или город, в котором бывали, ставьте лайк. Все очень просто. В этом смысл игры в города. Ну и, конечно, объединить всех нас вокруг этой информационной картины, которая представлена и которая, ну так, нас серьезно сегодня озадачит, потому что мы как бы на пороге, мы уже ногу занесли за порог Третьей мировой войны. Ух, как опасно сейчас в мире. Но вы не думаете, что я с какой-то радостью об этом говорю? Отнюдь, потому что те события, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, они зацепят всех, каждого коснется. И дальше узнаем почему. Аргентина, Буденновск, Мариуполь, Днепр, Калифорния, Челябаева. Ух ты, Сталинград смотрит, привет, Сталинград, Будапешт, Днепр, Екатеринбург, Новокузнецк, и это просто прекрасно. Друзья, значит, я традиционно скажу, что формат очень простой, QR-код, если видите его на своем экране, вы можете по этому QR-коду непосредственно на экран, скажем так, написать все, что угодно, вроде как сервис работает, если работает у вас в стране, то пожалуйста. Всем спасибо за суперчаты, супер стикеры, супер спасибо, это прекрасно, тоже если у вас есть эта функция там, где вы смотрите YouTube. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайк и писать хорошие, добрые комментарии. Нужны хорошие. Столько плохого в мире происходит, а вот хорошего совсем чуть-чуть. Поэтому, друзья, спасибо большое. Вопросы ваши я принимаю в клубе зрителей, закрытый телеграм-клуб, в общем, там хорошее сообщество, да, общаются, делятся новостями, обсуждают гостей, обсуждают эфиры, обсуждают все, что, собственно, хотят. Поэтому всех туда приглашаю, там есть функция задать вопрос. Также можно задать вопрос по предложке. Это электронный ящик, да, мой, я его читаю, поэтому присылайте туда и оттуда тоже поговорим. Там вот сегодня очень интересные новости пришли из Сумской области. Ну, та, которая вот уже отбивается, та, которая отодвигается. Интереснейшие новости, прям просто потрясающие. Летние каникулы, а школы у нас, слушайте, у нас самые дорогие школы в Украине, ей-богу. Ну, люди пишут, делятся, и поэтому тоже будем делиться. Это такая рубрика «Колобок. Куда мы катимся». Так она называется в проекте «Шум», поэтому, пожалуйста, милости прошу, как говорится. И традиционно с чата трансляции мы начнем наше голосование, и в конце подведем итоги. Очень интересно, как вы проголосуете. Понятно. Сегодня США нанесли, ночью прошлой, нанесли удар по Ирану, по иранским объектам. Заявили, что поразили 3 из них. И, собственно, дальше весь день, вот только это самая главная топ-тема, она у всех на слуху, все обсуждают то, что же дальше будет. Никто не поддержал эти удары, вот тоже никто. Да? Одна Великобритания
сказала хорошо, мол, будем защищать, и там давай перебрасывать свои мощности военные по Ближнему Востоку. А так, в принципе, все осудили, да, и призвали к миру, и сказали, ну, ребята, ну, так нельзя брать и бомбить Иран за ядерную программу, существование которой, имеется в виду производство ядерного оружия, а не мирного атома, производство которой, все говорят, от МАГАТЭ до разведки, говорят, не доказано. Что ж вы сделали? Ну и потом аж до вечера выходили разные спикеры, и, в общем-то, давайте там, как бы объяснялись, да, демонстрировали удары, демонстрировали, собственно, последствия, говорили о том, что вот, смотрите, я имею в виду спикеров американских, и Рубио, и Венса, мол, смотрите, вот, как бы мы за мир, давайте договариваться. Ну, как бы тебе, как бы дали по яйцам, а потом сказали, ну, давайте договариваться, мы за мирное урегулирование. В общем-то, как бы от яиц должен Иран отказаться. В общем, такая, в общем, интересная политика. И ввиду этого сейчас главный вопрос, а что будет дальше предпринимать Иран? Поэтому, собственно, такой опрос в нашем сегодняшнем шуме. Как ответит Иран? Варианты. Уничтожением Израиля. Ну, то есть, будут бить по Израилю. Вот как бы вся вот эта мощь, которая обрушилась на Иран, теперь будет перебрасываться конкретно туда. Атакует базы и корабли США. Хуситы вышли уже, поддержали, сказали, хуситы, мы, Иран, с тобой. В общем, не приближайтесь к нашим водам. Будет плохо, будет больно, будет ай-яй-яй. Значит, все-таки будет атака, да, по американским неким объектам со стороны Ирана, как бы в ответ. Следующий вариант. Будет какая-то формальная, ну, как бы формальный ответ, формально как-то ответят, но потихоньку где-то там в гараже напильником будут допиливать свою ядерную бомбу, а потом в конечном итоге выйдут, скажут, а теперь, в общем-то, все, ядерная бомба у нас готова. То есть вот по такому пути пойдет Иран. Или никак, будут выжидать. Потому что время это тоже сейчас очень серьезный аргумент. Все заметили, абсолютно все, что удар произошел в ночь на воскресенье, чтобы минимизировать, хоть это не получилось, конечно, и завтра мы проснемся чуть ли там не в новой реальности по этим фондовым рынкам, по крипте, по всем показателям, индексам. Вот посмотрите, сегодня уже крипта рухнула, биткоин рухнул до 100 тысяч долларов со 120, ничего себе падение. Ну и все остальные показатели тоже будут, и все есть к этому предпосылки. Поэтому вот все равно вот как-то вот время, оно сжимается. И нужны какие-то точечные действия. И вот собирается Совбез ООН, по крайней мере, об этом было объявлено. Но вроде как ничего подписывать не будет, об этом объявили немножко позже. На этом Совбезе ядерные страны, Пакистан, Китай и Россия предлагают резолюцию осуждения удара по Ирану и гарантии для мирного атома Ирана. Ну, то есть, чтобы волки целы, или наоборот, волки сыты, овцы целы. А хотя, может, и волки должны немножко уцелеть, потому что, судя по всему, волкам хвост прижмет вся ситуация вокруг. Геополитически и геостратегически, хотя, безусловно, сам удар был нацелен на быструю победу Трампа. Но мы об этом поговорим дальше. Поэтому, в общем, выбирайте. Очень интересно, что вы выберете. В конце мы подведем итоги. Всем большое спасибо, что продолжаете играть в города. И Тюмень, привет в Тюмень. И спасибо всем большое с Красноярска, с Калининграда, с Комарова, город Тараз, Казахстан. Привет в Казахстан, особый привет в Казахстан. Казахстан тоже осудил сегодняшний удар. И все так, ну, одним из первых, там, первой половине дня все так, как Казахстан осуждает? Вы что? Британия же за, а Казахстан осуждает. Уже просто многие там доморощенные аналитики связали такими стальными канатами Казахстан и Британию. Ну, видите как, ошиблись. Челябинск, Самара слушает, спасибо большое. Спасибо большое. В Канаду привет. В Узбекистан тоже мое почтение. Спасибо большое в Москву и в Ульяновск. Одесса, Бейрут, Омск, Рогачев шуршит. Давайте пошуршим, пошумим, пошелестим. Всем огромное спасибо за то, что поддерживаете. Ну, давайте все-таки начнем с основную часть, с таких очень плотных исторических параллелей. Самая главная историческая параллель — это то, что 84 года назад началась большая война. Великая Отечественная война,
Вторая мировая не началась, но Вторая мировая пришла вот именно в наши широты. Широты имеется в виду Россию, Украину, то есть в Европу, Восточную Европу, в СССР, в общем. Вероломно Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Так в песне пелось. И действительно, план Барбаросса был таким очень амбициозным. Очень многое из этого плана удалось на первых этапах. Но все-таки вот этот день, да, день начала Великой Отечественной войны, он все-таки тоже как бы на подкорке играет с бомбежками Ирана сегодняшнего. Вот тогда Киев бомбили, да, сейчас вот бомбят, собственно, Иран. Дональд Трамп, да, начал, получается, вот свои военные действия и фактически вступил в войну с Ираном. Сейчас Википедия, это тоже очень удивительно, американская Википедия, украинскую призываю всех не читать, там бред написан по большей части. В российской тоже, но там хоть остатки правды, не шибко популярный ресурс, но, ну, в общем, украинскую не надо вообще читать. Вот американская была более-менее, как бы, да, Википедия. Хотя Илон Маск ее, помните, как троллил знатно. Они уже расписали конкретно военную операцию против Ирана, Израиль, Америка, кто там за что отвечает, с одной стороны, с другой стороны уже появилась статья на этой Википедии, и там четко Дональд Трамп, прям верховный главнокомандующий со стороны Америки и Израиля в этой войне. То есть маски сброшены, все было понятно. Хотя, опять-таки, здесь работает точно так же, как с санкциями. Да? То есть пока ты угрожаешь, это одно ощущение. После того, как ты что-то сделал, тут включаются мозги, и начинают анализировать, что произошло, и эффект становится, ну, не таким уж и однозначным. То есть блестящие победы, добиться воздушной операцией или там полностью там, уничтожить страну невозможно. Дальше поговорим, почему и что, и чего ждать от этого. Ну, в общем, по поводу этих отсылок. Да, вот в день, когда началась Великая Отечественная война, начинается война против Ирана, которую осудила Россия, осудили очень многие. И, ну вот, если честно, то определенные параллели сразу у всех на слуху и на устах. День, как, в общем-то, ну, наверное, потому что дата не круглая, хотя вот многие действительно вспоминают этот день как начало войны, вспоминают погибших, то есть есть еще в традиции, да, наших людей, что они 9 мая все-таки празднуют как День Победы, а 22 июня, день, когда это все началось, тогда поминают и оплакивают родственников, там, которые пали. Примечательно, что вот это не единственная аллюзия. Сразу как бы вспомнили многие 80-й год и вот эту карикатуру Бориса Ефимова в 80-й год, да, вот представить только, 1980, называется «Игра с огнем». Тут изображен орел американский, да, там со своим, как бы, вроде как вертолетом, с пушками, и как он бомбит Иран. Аллюзия похожа. Даже многие сегодня делали вот такое вычисление по Солнцу. Там много вспышек на Солнце, много активности на Солнце, на Ближнем Востоке что-то происходит. То буря в пустыне, то это вот 80-й год, то там в Сирии происходящее. Вот много, и вот так вот прям измеряют. Где-то что-то есть историческое и, наверное, даже метафизическое в этом. Но, тем не менее, удар Америка наносит. Наносит его, как она считает, сокрушительным. Те люди, которые следили на протяжении всего дня, не заметили резкую смену тональности от тех же американцев в начале дня и в конце дня, и сейчас. То есть, если в начале было четко сказано, что США, все, остановили программу Ирана, ядерную, теперь, в общем, никакого ядерного оружия Иран сделать не сможет, то в конце дня уже начались вот эти как бы разговоры, что не знаю. Да, там министр Кац в Израиле, Нетаньяху тоже это комментировал, Венс это комментировал. Ну что, ну как бы мы не понимаем, насколько мы поразили, но презентация выглядела на ура. Вот карта с официальной версией того, как все происходило. Можно спорить, можно не спорить, можно, в принципе, принять на веру, что это выглядело все именно вот таким вот образом. Значит, Б-2 атаковали 3 ядерных объекта Ирана. Ну или как, 2 ядерных объекта Ирана, а третий был атакован с кораблей.
То есть они вылетели прямо вот из Америки, летели-летели, долетели, отбомбились, ну, понятно, дозаправились, отбомбились и покинули. Вообще, конечно, там сразу рассказы про эти Би-2, да, это не группа, это такой новый самолет стратегический, что он такой вообще неуловимый для всех радаров, вообще супер современная техника, и может лететь 11 тысяч километров. Соответственно, это означает, что вылетев из Америки, он может полететь в любую точку, отбомбиться и вернуться назад, и никто его не увидит. В общем, вот так эту карту представили нам. Два объекта атакованы были самолетами, один объект кораблями. Выпустили достаточно много ракет. Ракеты такие дальнобойные, ну как бронебойные. Говорится о том, что это глубинные ракеты. 61 метр она опускается внутрь под землю, там взрывается, наносит урон и, в общем, мощь. Правда, с утра многие те, кто привыкли не просто на эмоции воспринимать, но представляете, Б-2 летит, бомбит, неуловимая современная техника, мощные бомбы, они начали считать, погодите, Нью-Йорк Таймс тут вдруг озадачилась, говорит, а всего у Америки, у Трампа, по официальным данным, понятно, там те, которые открытые, 20 таких бомб. Выпустили сегодня по вот этим объектам 16. То есть 20 минус 16 осталось 4 бомбы такого типа. 20 не тысяч, 20 не сотен, а 20 в принципе. Это вот пишут журналисты Нью-Йорк Таймс. Понятно, что тут что нужно понимать и о чем нужно вот четко себе давать отчет. В том, что когда их говорят, что их 20, ну их может быть сотни. Ну вот физически в наличии, ну максимум, да, то есть это не означает, что их 20 тысяч, это не означает, что есть такое преимущество, и вот такими бомбами все может быть уничтожено. И сама вот эта математика в десятках нам подсказывает, что даже вот этот урон, который нанесли, а потом же начали сомневаться, и Рубио, и Венс, все начали сомневаться, а что там, мы все поразили, не все поразили, а что произошло? Нет, ну, конечно, пришли спутниковые снимки вот такого типа. Это вот база Форда. Значит, вот сама база, вы видите, и вот эти дырки, отверстия, которые видно. Вот здесь 3 здесь, то есть мы понимаем, там еще тут одна дырка есть. В общем, вот такие предоставили отчеты. Это не те первые, это свежее, да, те, которые пошли уже в середине дня. Первые там, в принципе, они те же самые, но не такая детализация. Спутник Максар ее всем выдал, но тем не менее. Почему все начали сомневаться и включать конспирологию по поводу того, что поразили или не поразили, а что там внутри? Во-первых, Рубио ближе к вечеру сегодня в интервью большом говорит: Иран, забирай из-под обломков этих баз уран после наших атак и отдай его нам. Все, не будет у тебя больше твоего урана. То есть уран там есть, а что тогда поразили? А как, подождите, то есть получается можно спуститься, забрать этот уран и отдать там американцам, например. Ну глупость какая-то. Плюс сразу всем показали вот эти тоже максаровские спутниковые кадры. 16 грузовиков курсировали туда-назад, вот таким паровозиком друг за дружкой, и что-то оттуда вывозили до удара. То есть вполне вероятно, что уже это и вывезли что-то, что пытались поразить американцы. Вот здесь возникают самые такие, наверное, острые вопросы. Знали ли, был ли слив разведки или действительно ли был внезапен этот удар. Самое интересное, что как-то все немножко подуспокоились, когда Трамп устами своего пресс-секретаря Левит сказал, что он будет думать 2 недели. Но частота, так сказать, совещаний по Совету национальной безопасности и частота посещений как пиццерии, так и рядышком гей-клуба возле Пентагона, а это, оказывается, в современном мире показатель. Я для себя тоже с удивлением открыл. То есть, чем больше пиццы заказывают, значит, сидят там, ну, типа, работают, да. Потом, типа, закончили отработать, касса растет, или там посещаемость растет клуба, бара рядом.
То есть вот по этим двум косвенным показателям уже прям четко выводят линии, вот четко там видят математику, что что-то или происходит, или произойдет, или произошло. То есть парадокс. Вроде как 21 век, да, но на фоне того, что человек ест и пьет, и там, не знаю, танцует, знакомится, люди могут вывести вот такие формулы вероятности тех или иных событий. Причем это вот не первый раз. Я такую статистику встречал уже только в средствах массовой информации раза 3. А раньше еще нечто подобное было популярно, но потом заглохло, потому что не было никаких активных действий, ну, со стороны Пентагона в частности. Значит, Иран продолжили бомбить. Параллельно с этим сегодня с новой, ну, такой удвоенной силой. То есть мы понимаем, попадание достаточно мощное. Это уже работает Израиль. Он сегодня отработал днем по нескольким объектам. Значит, вот это, например, стреляли в Едзе. Вот непосредственно этот город, да, населенный пункт, вот весь в дыму сегодня на протяжении дня. То есть пока вот так вот все начинали, там кто-то осуждал, кто-то был в шоке, происходили обстрелы дальнейшие, то есть Иран бомбили. Особенно выдающимся образом, в плохом, конечно, смысле, потому что ничего хорошего в этих бомбежках нет, вообще в любых бомбежках ничего хорошего нет, выглядел вот этот налет на город Бушер, есть такой, там атомная электростанция. Атомная электростанция, на которой, как, ну, по открытым источникам, вроде как и в эти дни тоже работали, не знаю, как в момент сегодняшнего удара, потому что все же начали эвакуировать с Израиля всех, работали в том числе и российские специалисты. То есть фактически произошел вот этот вот удар вот по этому объекту, по атомной электростанции. Точнее, давайте так, чтобы быть точно, по населенному пункту, где размещена эта атомная электростанция. Что говорит Иран? Иран на самом деле ведет очень интересную как бы игру. Президент Ирана Светский комментирует происходящее. Министр иностранных дел Ирана Акбарчи тоже комментирует все происходящее и говорит, что вообще какая-то странная история. Мы сидим, говорим с американцами. Вмешивается Израиль, начинает бомбежки. Мы отвечаем по Израилю. А он же вчера, там, позавчера, вот эти были встречи, да, с европейскими министрами иностранных дел. То есть мы приехали, говорим с европейцами. Встретились с европейцами, там, Кая Каллас, вот эта вся история, то есть они там... Фактически это провальная встреча, потому что европейцы ничего не предложили, только как бы пересказали условия, что, мол, сворачивайте свою ядерную программу, и иначе будет там плохо, да. Ну, в общем-то, те сказали, почему сворачиваете, тут уймите Израиль, и все будет нормально. Мы говорим, получается, с европейцами, нас обстреливают американцы. То есть это классическая линия эскалации, где переговоры являются отвлекающим маневром. Однозначно. Как и отвлекающий маневр левит, Трампу нужно 2 недели подумать, а потом он потом тогда вот он примет решение. То есть всему миру не просто показали, что нет никакого международного права, что нет никаких параллельных треков или каких-то таких последовательных решений, что нет, внимание, ДСНВ, то есть договор о том, что, собственно, ну, ДНЯО, ДСНВ, то есть вот это нераспространение ядерного оружия. То есть этого всего нет. Этот договор никого не защищает и никого из тех, кто его исполняет, не оберегает ни от чего. Сказано, что ты хочешь делать ядерное оружие. Ну вот докажи, что ты не верблюд, и будут тебя бомбить. Причем не просто там какие-то прокси или условно там союзники или там твои даже пускай лютейшие враги, а, например, сверхдержавы. То есть мы в этой реальности живем, когда болт лежит на всех томах международного права. Но сейчас это воспринимается в том числе как некая игра подзуживания и, ну, на самом деле катастрофа ядерной войны.
Вообще очень интересно, как это все выглядело. Многие видели эти картинки прямо с утра, да, из ситуационной комнаты Трампа. Она находится под овальным кабинетом. И там вот Трамп в кепочке, серьезный Венс, там Рубио, какие-то там генералы. И все, конечно, смеялись или там как-то подтрунивали над кепочкой Трампа. Ну, это МАГА, Make America Great Again, 45-47, ну, типа президенты, да. Примечательно, и вот я, например, обратил внимание вот на этого мужчину и на его жестикуляцию. Значит, начальник штабов, генерал-лейтенант Дан Кейн Разин у него, как бы, ну, как погремуха, что ли, да, там, прозвище, да, правильно как сказать. Вот этими жестами он, так сказать, это как Малюк, наверное, смотрел на карту Ирана или что он пытался показать, да. Но он вряд ли пытался показать, какие мы крутые, да. Он что-то явно сосредоточенно выискивал на картах. Или, может, у них там циркули отменили, и он вот это вот распальцовочкой пытался радиус там какой-то замерить от чего-то. Примечательно, что это вообще за фрукт, да? Военный, пилот F-16, да, вот, который там руководил вот этой, в том числе в ситуационном кабинете, вот этим всем ударом. Но он инвестор венчурного фонда, одного из венчурных фондов. Это богатейший человек. Почему он привлек мое внимание? Во-первых, жест характерный, а во-вторых, очень интересные кольца. Ну, то есть он по форме, он военный, но кольца очень интересные. Болтяра какая на левой руке, прям печатка, да, и черное кольцо на руке правой. Я почему вам это показываю и почему обращаю внимание на вот этого, ну, правда, там черти какие-то, да, вот ей-богу. Ну, вот правда, вот это все. То есть даже с хуситами, когда бомбил Трамп и победил хуситов, да, такого не было. А здесь вот мы видим, что это попадает в кадр, потому что складывается впечатление, ну, давно уже, что кто первый подойдет и шепнет на ухо Трампу что-то, и ему там чего-то понравится, и в чем-то его убедит, тот, соответственно, и молодец. Складывается впечатление, что зачем-то Трампу очень выгодным показалось продемонстрировать некую мощь. И этой военной мощи многие должны были испугаться. И, в общем-то, все, должен там лапки кверху Иран и сказать, что ой, все, мы сдаемся. Удар, как и его последствия, не совсем однозначно. Даже вот никто, даже Израиль, который должен был, по идее, первый встать и сказать, все, США с нами, ура, смотрите, никакой ядерной программы. То есть даже заявить, что это остановит иранскую ядерную программу на официальном уровне не могут. Венс не может, Рубио не может, никто не может. То есть сказать, что это какой-то сокрушительный удар был, нет. Но Трампу-то обещали сокрушительный удар. Вот эти руки этого Разина. Говорит, вот сейчас мы. Просто вспоминается вот эта песня про Стеньку Разина, да, и за борт ее бросает. То есть, понимаете, в чем дело? Такое ощущение, что играют на Трампе вот там внутри достаточно разные как бы фигуры, разные люди. То есть Витков, старый друг из бизнес-сообщества, не дипломат, там, у него сын погиб, он сейчас занимается. Это же его вотчина, вот этот Ближний Восток, все, что происходит, это его. Мы видим Виткофа в сторону, переговорщиков, с которыми он там встречался в Омане, еще, по-моему, где там встречался. В общем, их уже нет, их уже постреляли ракетами по домам, их нет. То есть Витков тоже уже не нужен. То есть взяли верх в этой игре царь горы вот эти вот люди, вот эти, с венчурных фондов, с большими перстнями, но в военной форме, чьи подчиненные заказывают в Пентагоне пиццу, а потом ходят после удачного рабочего дня расслабиться в соседний бар. И складывается впечатление, что
стратегически вот здесь не просто допущена ошибка, а Трампа к этой ошибке взяли вот так вот за нос и притянули. В чем ошибка? Да потому что пошел целый день антикриз. Целый день. А что Иран? Понятно, что все сейчас Иран держите нас семеро, ибо у Ирана есть чем ответить. Первое, конечно же, это ударами по Израилю, которые, кстати, продолжаются, и многие в Израиле этим недовольны. Там Зеленский говорил, 176 человек мы эвакуировали, и из Ирана эвакуировали, и из Израиля. Ну, это сегодня можно уже сказать об этом. Ну, про Зеленского позже немножко поговорим. То есть Трампа явно сыграли на его каком-то эго, его стиле, его эмоциях, что он повелся на то, чтобы обмануть, что он там подумает и даст времени 2 недели. Он повелся, его очень быстро сыграли. Вот скорость здесь тоже имеет значение. А потом начались вот эти очень интересные мансы. Мол, если Иран ответит по Америке, то тогда будет еще сильнее удар. То есть еще сильнее. Вот этот был сильный, а то будет вообще. Мол, Иран, не отвечай. Так, а выбор какой есть у Ирана? Иран принимает решение закрыть Ормузский пролив. Значит, вот этот Ормузский пролив, это вот сегодня там середина где-то дня, вот так через него курсируют корабли. По большей части это не просто там какие-то круизные, грузовые, хотя грузовых тоже много, и круизные там нормально плывут, но, ну, ходят, да, правильно говорить. Но там ходят танкеры с нефтью. Вот так вот он выглядит. Вот так вот в другом качестве, да, это вот когда уже начался небольшой такой хаос. Все вот здесь вот, видите, скопились и не понимают, как проходить. Кто-то пытается пройти, кто-то уже не пытается пройти. Чтобы всем было понятно, что это за Ормузский пролив. Все показывают новостейные ленты, только вот примерно вот такие картинки, которые вы сейчас видите на экране. Ну, мол, смотрите, эти красные точечки, куча кораблей, они там что-то могут пройти, не могут. Это что это за пролив? Это вот этот, не вот этот. А как это вот масштабировать? Вот, пожалуйста, давайте масштабируем. Конкретно страны. Ну, Ирак тут совсем чуть-чуть. Кувейт. Ой, как нехорошо получилось. Саудовская Аравия, вот это все. Видите? Бахрейн, Катар. Какие интересные страны. Объединенные Арабские Эмираты здесь. Оман. Это где возле этого, как бы, Омана сейчас очень много кораблей. А вот это пролив, Оманский залив. И вот этот пролив вот здесь. Этот пролив парламент Ирана уже приняли решение заблокировать, перекрыть. Соответственно, грузы в такие мощные страны, как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, становятся, так сказать, все. Причем там базы же американские тоже находятся. И страны очень непростые, все как бы с претензией на нечто, богатейшее. И Иран может закрыть вот этот пролив и никого не пустить. По состоянию там час назад, сразу после голосования, да, вот примерно вот так выглядела вот эта вереница танкеров, в том числе и нефтяных танкеров, которые шли вот туда, в Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, и потом вот так раз и разворачивались, и вот туда, к берегам Омана. То есть проблемы жуткие и колоссальные. Об этих проблемах высказался также Венс. Он говорит, если закроют, закроют этот пролив, то тогда это прям выстрел себе в голову, это экономический ужас и кошмар. Но, смотрите, они не просто хотят его закрыть, они хотят его заминировать. То есть Рубио говорит, там, пожалеют, мы там применим, там, что-то мы еще применим, что-то мы сможем. Ну, видимо, флот будет отбивать или какие-то операции могут быть. В общем, закрытие этого пролива – это прямой путь к сухопутной операции, которой не будет, говорят нам американцы. Почему? Потому что это невыгодно. Сухопутное невыгодно, а пулять выгодно. Бить Б-2 выгодно.
а идти солдатами невыгодно. Ну а как пролив разблокировать? Нужно будет всем миром, получается, нажать на Иран. Но все вот эти страны, там, Саудовская Аравия и так далее, они же осудили сегодняшний удар по Ирану от Соединенных Штатов Америки. Попадает Трамп персонально, потому что он же думал, ему же как рассказали в ситуационном кабинете на Совете национальной безопасности, что он сейчас выйдет королем. А он вышел с грудой таких проблем. Он так своих партнеров подставил, которые самолетики ему дарили, встречали его, помните, совсем недавно, как короля-царя, не знаю, там, всей планеты. То есть здесь начинается самое интересное. Закрытый пролив означает, что не 120, как JP Morgan нам объявлял, двинется вверх нефть, а вполне себе уже я читаю сегодня разную аналитику, 200 за баррель. Не хотите ли? Судя по всему, Трамп, как бы он начинает понимать, к чему он привел. Плюс еще вот эти базы, да, это государственное телевидение Ирана опубликовало эту карту. Все, и вот, пожалуйста, смотрите. Вот опять-таки этот же пролив, да, вы видите. Одна база. Вот здесь. В Турции отмечено тоже. Ну и везде, там Оман и так далее. То есть вот эти базы. Как цели, думаю, вряд ли. Но перекрыв, например, вот этот пролив, вот вам, пожалуйста, отсекается сразу раз, два, три базы американские. Нет, ну кто скажет, это понятно, что значит отсекается, вот там, у них там тоже есть стратегическая глубина, можно лететь, можно еще что-то. Можно. Но в Сирии там небольшие базы. Часть из этих баз, ну вот там Иордания выше имеется в виду, да, то есть Турция, южнее сирийские, иракские, они не такие крупные. Из них уже попытались убрать технику и, ну, все, что лишнее, грубо говоря. При этом Иран это будет делать, судя по всему, асимметричным ответом почти что 100%. Если его заминировать, этот пролив, это означает, что это игра надолго. Но Ирану нужно как-то отвечать. Прямо или косвенно. Мне кажется, косвенно все-таки. Прямо бить не будут по американцам. А по ком будут бить прямо, так это по израильтянам, которые сегодня, после уже бомбежек Соединенных Штатов Америки, утюжили как раз-таки объект на территории Ирана. Цахал показывал видео, как пусковую установку уничтожил, там вот эти кадры, которые там и так далее. Ну, в общем, демонстрируются, и это будет еще надолго. То есть с Америкой потом, а вот с Израилем вот в первую очередь будут разбираться и будут стрелять. Причем интересную аналитику я нашел, французскую, по-моему, но могу ошибаться. В общем, как бьют иранцы. То есть они оттягивают, ну вот как бы дальше, на восток. Дальше свои пусковые установки. А чего, у них ракеты летают на 2000 километров, поэтому, собственно, почему бы и нет. Есть стратегическая глубина у Ирана такая очень знатная, в отличие от Израиля. Но Израиль, конечно, радуется. Радуется. Вот это Тель-Авив. Вывесили огромные такие билборды. Спасибо, мистер президент. Ну, мол, за сегодняшнюю ночь, за сегодняшний удар. В общем, спасибо президенту. Правда, у Израиля свой президент, но тем не менее они вот поблагодарили. Примечательно, вот по поводу размеров, здесь же тоже нужно понимать. Вот так примерно выглядит Израиль по сравнению с Ираном. Вот эта зеленая точечка, да, вот ее вводят, карта искажает, все об этом знают. Ну вот чтобы примерно, и такой ресурс есть, сервис, да, вот как сравнить с Исландией, там, да, вот можно отправить туда куда-нибудь в какой-нибудь штат, с каким-нибудь штатом, вот Филадельфия можно сравнить, да. Калифорния вообще несравнима, то есть по объему. Кто-то скажет, ну при чем здесь? Ну, понятно, что маленький Израиль. Ну, все это и так знают. Зачем это говорить? Да за тем, что это как с этим Ормузским проливом. Нам показывают какой-то хвост и не говорят, где это. Что это стратегически означает, перекрытый пролив. И для каких стран это стратегически имеет большое значение. Когда не будет морского сообщения у таких очень крутых достаточно стран, как Кувейт,
и вот это все вот этот, скажем так, все страны залива, тут начнется э, настоящая проблема, и в том числе для самого Трампа. Ну, показали мы Израиль, давайте вот сравним Иран. Тоже очень наглядно. Смотрите, вот Иран, пол Европы. Ну, это вот для понимания. Так вот, все пусковые установки и ракетные возможности сместились с запада Ирана на восток Ирана. Ракеты позволяют, поэтому, собственно, лупить могут. Вот сравнение Ирана с Соединенными Штатами Америки. Вот примерно вот так это все и выглядит. По размерам. Плюс есть еще очень серьезное опасение. Ее высказывают это опасения аналитики с разных стран. Ну, китайцы так об этом не пишут, они осуждают, но, например, Россия и Турция. В Турции прямо осудили все происходящее и говорят о том, что это новая модель. Ну, то есть не нравится там государство. Какое-то государство наносит удар, за нее вписывается США, ну и дальше начинаются проблемы и свержение режима. Или какой-то переформат отношений. Примечательно, что Венс четко дал понять сегодня, да и Рубио тоже, что цели или там наш противник не израильский народ, не иранский народ, не иранская даже власть, потому что целью свержения режима аятолл нет у американцев. У американцев есть цель уничтожения ядерной программы. То есть это прямая цитата Рубио. То есть вот так. То есть смотрите, мы как бы против ядерной программы, мы не против вас. Это Израиль. Да? Трампу, Венсу приписывают слова, что вроде как Израиль должен решить судьбу режима аятолл. Вроде как это он сказал в этом интервью, когда включался на телевидении сегодня. Я этого куска лично не видел, не слышал. Возможно, сказал. Ну, по крайней мере, так пишут. Может, привирают. Но, тем не менее, мы увидели, какой Израиль, какой Иран. И что как бы Израиль может решать в этой связи. Хоть там и говорят про какое-то там американское супероружие. А в каком оно количестве? В товарном или нет? Трампу важно сейчас закончить войну. Вот сейчас. Пока он вышел. Ну, вот как с хуситами. Он же победил хуситов, вы же все видели. Бомбежки эти, фотографии, видео, там раз, разбили, там колечко, хоровод водили хуситы, а по ним прилетела бомба. И все такие, вот, мы победили хуситов. День победы над хуситами уже есть. Сейчас надо День победы над Ираном. Если его не объявить сейчас, то извините. В такую спираль эскалации втягивается Трамп, в такую заваруху, в такой замес, что ему нужно будет самому наращивать эскалацию. А к нему уже претензии от политических оппонентов. И говорят республиканцев тоже, что подождите, уважаемый Дональд Фредович, это ладно, что там вы обещали быть миротворцем. Может быть, это удар миротворца такой. Ну, так пытаются обставить, что это вот не было бы этого удара, не было бы и мира. Тем более, смотрите, Пакистан уже номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира. Он же вроде как благодаря ему не состоялось большой войны между Пакистаном и Индией. Ну да ладно. Но ему нужно сейчас закончить. Ему нужно сделать так, чтобы Иран как бы обтек и выполнил все требования. Тогда у Нетаньяху триумф. Ну, Нетаньяху будет искать, он уже, кстати, это делает, начинает искать, там в Ливане остатки, в общем, бомбит Хизбаллы, и в других местах, там ужасы продолжаются в Газе. Иран найдет себе, как бы, Иран будет в стороне, а Биби найдет себе новый выхлоп для этих дел. Получается, что Трампа втянули за нос, взяли его за красный галстук и втянули в эту войну. Но вот дадут ли выскочить? Вот здесь главный вопрос. Что-то мне подсказывает нет. Особенно с этим проливом, если его заблокирует Иран. Но Иран будет прав, если он его заблокирует. Потому что удар, внимание, наносился не просто с этих Б-2, а еще и с кораблей Соединенных Штатов Америки. Об этом четко свидетельствует инфографика, которую на официальном уровне представили сегодня Hexit. И о которой говорили
Венс и Рубио. Ну, Хексет вообще, конечно, красавец. Как его Димура называет, Петька Стакан. Говорит, все, мы всех уничтожили, всех победили, все, завтра мир. Так миром и не пахнет. Министр иностранных дел Ирана окрутнулся, говорит, я в Москву. Путина я позавчера в шуме тоже показывал, комментировал эту историю, что в военную операцию вписываться Россия не будет, потому что у нее идет своя военная операция, фактически с теми же силами. Поэтому здесь очень интересная геополитическая расстановка. Ну и молчит Китай, но он не молчит, но в самолетике гоняет с теми или иными грузами. Как США гоняет самолетики в Израиль, так Китай будет гонять самолетики в Иран. В общем, мы на самом деле на пороге очень больших, существенных тектонических изменений. Международное право сдохло, похороните за плинтусом. Однако, кроме этого права, есть еще реалии на земле. Иран очень опасная страна, исходя из того, что там, она опоясана морем и горами. То есть здесь только с одной стороны к нему можно подступиться. И попробуй пропахай. Там, десанты шибко не помогут. Попробуй пропахай. То есть этот Иран по площади, как пол Европы, какой-то операцией с какими-то союзниками. Когда все осудили, только британцы поддержали. Где набрать вот этого мяса человеческого, пехотного? А без сухопутной операции все уже четко поняли, что вряд ли удастся хоть что-то предпринять даже с вот этой ядерной программой. Потому что этот удар с прошлой ночью будет как бы растолкован как такой, что а если бы у нас была ядерная бомба, то и не было бы этого удара. Сегодня куча мемов и фотожаб на Ким Чен Ына, который говорит, видишь, ну там дочку водит, да, говорит, возле ракет, говорит, видишь, доченька, а если бы я не успел, то сейчас бы бомбили меня. У Ирана нет другого выхода. Или терпеть вот эти удары и унижения, идти, пытаться договариваться. Ну так Иран пытался договариваться. И с европейцами поговорил, Америка ударила, и с американцами говорили, Израиль ударил. И будут бить и дальше. Вот в этом-то главная опасность. Нет теперь слова Трампа, миротворца, как гаранта чего-то, потому что он одной рукой говорит, что мы будем думать и даем вам время, а другой бомбит. Причем делает это лично, присутствуя в ситуационном кабинете и освещая лично вот эти удары. А вот это уже прецедент всем другим посмотреть трезво на Трампа. Без идеологии мага, без каких-то, ну не знаю, там, элементов очарования. Прошлая ночь изменила Трампа навсегда. Теперь это другой Трамп. Хотя, конечно, люди не меняются. Я знаю такие, ну, многие, собственно, так думают. И где-то есть доля истины в этом. Когда ты утром, день начинается, ну, по нашим часовым поясам, начинается с того, что ты бомбишь Иран и геройски выглядишь вместе с вот этими бывшими летчиками, инвесторами венчурных фондов, с такими перстнями на руках. А вечером вот свежий пост Трампа о том, что республиканская партия едина как никогда. Да не едина уже. Вот после этого шага не едина. Потому что если все не закончится с этим шагом, ну тогда пиши пропало, Дональд Фредович. И внутри тебе четко скажут, а как ты начинаешь войну без Конгресса? Ну, скажешь, да я не начал войну, я просто там уничтожил программу. Смотрите, я уничтожил. А результаты где? Есть официально ну, вот какие-то данные, что можно опереться на них, сказать, что все уничтожено? Нет. Если частично, ну так а что, дальше опять надо бить? Отсюда у Ирана главная мысль. Нужно быстро, очень быстро, или брать, а там есть уже, ну об этом, кстати, Медведев писал, да, в своем посте, что какие-то страны готовы боекомплекты с ядерными зарядами передать в Иран. Кстати, это будет очень интересный политический ход, но очень важный. Если это, я предполагаю, вряд ли это может быть, если условно по принципу
размещения ядерного оружия российского в Беларуси, будет размещение в Иране, например. Вот тогда уже бомбежки, даже Америкой Ирана, будут иметь немножко другой статус. Поэтому, ну вот, собственно, есть над чем задуматься. Напишите, что думаете в комментариях по этому поводу. Конечно, наблюдаем за ситуацией, посмотрим, куда все выплывет. Но у Трампа дела плохи. У Израиля дела еще куда более хуже. Да? А Ирану просто нужно вытерпеть, выждать и выжить. И стратегически он вполне себе может одержать, ну, такую, наверное, главную историческую победу. Когда выйдет на авансцену под софиты и не просто там в искусственном интеллекте поглаживать ядерную бомбу будет, а предъявит ее. И не надо писать, что здесь какая разница, предъявить, надо же испытать. Даже северокорейцы испытали подземным взрывом в 2006 году. Нет. Сейчас не нужно. Сейчас такие технологии, которые четко показывают, если оно есть, оно долетит и будет взрываться. С носителями у Ирана, с разработками носителей все в порядке. Сегодня тоже мы показывали эту, какое-то их название иранское с распадающимися боеголовками. Ну, то есть носители есть. Вопрос в заряде и в цикле производства. То есть самим обогащать уран до такой степени, чтобы это был, ну, в общем-то, уран, пригодный для ядерного заряда. Вообще, конечно, регион очень нестабилен. И вот буквально перед нашим эфиром пришли очень трагические новости из Сирии. В Дамаске случился теракт в храме. В общем, как сообщают непосредственно оттуда, есть погибшие, есть много раненых. Этот удар был совершен по храму христианскому, что придает особый лоск ситуации. Режим, как вы знаете, все поддержали вот этого Джулани, да, вот этого шаха, ну, в общем, переодевшегося из террористической группировки в костюмчик руководителя Сирии. Примечательно то, что это за храм? Это церковь святого Илии в Дуэле, восток Дамаска. Расположена она, ну, в общем, это очень древняя церковь. Вполне вероятно, ну, относится, ну, в общем, очень древняя христианская церковь. Там греки молятся, православные арабы, христианские беженцы, потому что там очень много беженцев. И, судя по всему, ну, вот тоже парадокс. С 2011 года вот эта вся заваруха в Сирии происходит. Но конкретно эта церковь не пострадала. И туда пришел террорист-смертник. То есть он, ну, в общем, запустил там, ну, давайте, условный пояс шахеда, и, в общем, мы видим, к чему это привело. Ужас, конечно, что происходит, причем это Сирия, о которой все призабыли. Но Сирия является очень важной территорией в контексте будущей войны с Ираном. То, что я не уверен, что найдут там кого-то, да, судя по тому, откуда какая власть, судя по тому, как издевались над алавитами в этой Сирии. Но там тоже база Соединенных Штатов Америки. В общем, если раздухарится Ближний Восток по полной, то небо будет жарко. Перенесемся в Украину. И к новостям Украины тоже есть о чем пошуметь. Я считаю, что достаточно интересен сегодняшний день. Закончилась эпопея с вице-премьер-министром, министром национального единства Алексеем Чернышовым. Он у себя публикует, что он дома. Представляете?
Тяжелая, говорит, командировка была, но правду не победить. В общем, все, с понедельника сейчас буду работать и так далее. Вчера «Зеркало недели» публикует материал, что Миндича, вокруг которого тоже как бы задержание НАБУ и так далее, отправили к Чернышову уговорить его вернуться с командировки. И Зеленский вчера, общаясь с прессой, тоже говорит, у него там важное задание, он строит хабы для украинцев за рубежом. Короче, вернулся, договорились, порешали. Видимо, НАБУ трогать непосредственно Чернышова не будет, ограничится его окружением, или дело там по растратам, а он же бывший из нефтегаза, да, в общем, будут сушить или передавать кому-то еще, кому-то другому. Поэтому мне кажется, что тут очень интересно понаблюдать, что это было и что это будет. Но есть еще, это, кстати, мои уважаемые подписчики в Телеграм-канале, да и здесь, и в закрытом клубе, и зрители Ютуба, они вот тоже так, все уже видели эти фортели от квартала 95. Ну, во-первых, по материалам прессы, да, то есть этот товарищ Чернышов, он как бы, его семья выехала, то есть все выехали, там 20-летний, по-моему, сын или дочь, короче, жена, в общем, все выехали, все в Вене, все где-то там, поэтому он, про себя он договорился. Во-вторых, а ведь как классно, через «Украинскую правду», на которую сегодня, ну так, бросили тень санкций Зеленского, выдать материал о жесткой какой-то коррупции, о чем-то таком несусветном, а потом раз, и президент вышел, всех помирил, все разрулил, а нет никакой коррупции. То есть 2 суток это мусолили с подачи Банковой и отводили внимание от этих коррупционеров и на вот что-то другое. Или привлекали сюда, от других коррупционеров привлекали сюда, чтобы потом этих сказать, да нет никакой, все нормально, нет никакой коррупции. И Чернышов никуда не бежал. И скандала никакого нет, успокойтесь. И когда вам чего-то рассказывают про коррупцию, не верьте. Все нормально, все на работе. Правда все равно победит. По поводу санкций сегодняшних. Сегодня под санкции попадает Артем Дмитрук. Человек, который борется непосредственно с Зеленским. Который прямо говорит о Зеленском, как о человеке, который губит Украину, который, собственно, довел до ручки вообще этот режим, который преследуем по уголовным делам по поводу выездов, в общем, который вот, собственно, попал в опалу после того, как поддержал Украинскую православную церковь. И он теперь под санкциями. Вместе с ним также попадает, ну, принято называть беглый олигарх, Александр Онищенко. Это человек, который на часы записывал Петра Порошенко, который издал книгу, там Петр Пятый, по-моему, называется, о Петре Порошенко. Он, конным спортом занимается, да? Ну, богатый человек, олигарх. Выехал в Европу, но была информация, что он получил паспорт России. Ну, получил и получил, так сказать. Да? Паспорт России, паспорт России. С ним быстренько связались сегодня представители издания «Страна» и спросили, мол, а что вообще, что к чему? Ну, Онищенко вспомнил, как он $2 миллиона передал на избирательную кампанию Зеленского. И предупредил, как говорится, всех, что это не просто санкции, а огромный, не просто там потому, что кто-то кому-то не понравился, хотя и это тоже мы видим по Дмитруку, а и огромный передел всего, что нажито разными людьми и всех активов. Хотя, если честно, ну, в этом смысле, наверное, Онищенко можно верить, потому что идет распил через арму, через какие-то другие, то есть отъем, арест, новый собственник и, в принципе, привет. Можно в этом смысле верить Онищенко, хотя все равно выглядит все как какая-то зависть или как какие-то элементы, когда сводят счеты. Счеты с прошлыми, с теми, с кем когда-то пересекался или с кем имел какую-то историю, но потом что-то разошлись.
Потому что сегодня тоже объявили о санкциях против Влада Ряшина. Я, честно, с трудом начал вспоминать, подожди, а кто это такой? А была такая музыкальная там программа, там Мелорама, по-моему, называлась. На Интере, что ли, выходила в те еще времена. А был такой он ее ведущий, а начинали это все вот так, а потом начали кино снимать, Интер тоже, ну вот этот круг людей, которые там работали, и потом они занялись кинопроизводством, это все делалось совместно с россиянами, и Влад Ряшин стал кинопродюсером. То есть фактически Влад Ряшин был Зеленским, Зеленский тоже был кинопродюсером, и тоже на Интере работал когда-то, ну в общем, как бы они четко в профессиональной сфере пересекались. Влад Яшин, проблема в том, что Влад Ряшин, он не граждан, как бы у него паспорт Кипра есть. Ну, то есть он сам на Кипре живет, у него жена с паспортом российским. Чем занимается Влад Ряшин сейчас? Специфическая деятельность достаточно, она связана с Ютубом. Есть компания, которая там зарегистрирована на Кипре, там, где он живет. И у этой компании есть 150 YouTube-каналов. В чем смысл деятельности? Они покупают лицензию фильма, сериала, неважно, мыла какого-нибудь, ну или там то, что смотрят. И запускают это в YouTube. Есть там, конечно, там проекты какие-то персональные, разные тематики, но, в общем, запускают в YouTube, и потому что у них хозяева лицензии, они, получается, зарабатывают деньги с просмотров на этих многочисленных сериалов. Но санкции против, ну, потому что он там чем-то вредит Украине, объясняются только, ну, правда, только чем-то таким узкокорпоративным и специальным. Не знаю, завистью, сведением счетов и так далее. Сказать, что он там шибкий патриот или шибко как-то выступал, этот Влад Ряшин, нет. Кино, пожалуйста, снимают разное кино, они покупают лицензию и как бы перепродают ее на разных площадках. Вот, собственно, и вся деятельность, та, которая деньги приносит. Что там еще? Ну, наверное, есть основания вводить санкции, но, судя по всему, это исключительно профессиональная история. То, что вернется, обязательно вернется непосредственно к самому Зеленскому, аукнется, так сказать, бумерангом. Так что король, царь всея остатков Украины, Владимир Александрович Зе, сегодня, в общем, подписал еще один пакет санкций, немножечко прищучив Томаша Фиалу. Это, кстати, хозяин теперешней «Украинской правды», по всем меркам олигарх. Там его партнеры попали, эстонец и еще кто-то. В общем, они попали под эти санкции, и это считали многие как некое предупреждение самому Фиалу, чтобы «Украинская правда», вот эти ткачи все, они были сговорчивее. Ну, посмотрим по материалам следующим «Украинской правды», насколько это, в принципе, сговорчивость удастся. По поводу американцев, как они действуют, очень неоднозначный вчера произошел, ну, такой исторический, что ли, визит в Беларусь Кита Келлога. Это было что-то. Даже вот здесь, знаете, редко так бывает, особенно, ну, в последнее время, когда с Зеленским кто-то встречается или Зеленский с кем-то встречается, вообще неинтересно. Ну вот, например, все же показывают, почему? Все показывают, потому что это надо осветить. Ну вот смотрите, момент встречи. Этот момент встречи, когда Келлог приехал в Беларусь, был особенно интересным. Тут каждая деталь важна. Какие люди у нас. Какие люди у нас. Вот это он встречает делегатов. И вот ему подводят Келлог. Кто его не видит? Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время. Крис, приветствую тебя. Как ты жив, здоров? Нормально? Привет, десантников. Я с Хайпера-Трупер. Приветствую вас. Ну вот так, понимаете? То есть вот в таких, так сказать, красках
вот в таком духе произошла встреча. Но это просто что-то неимоверное. Ну, во-первых, Лукашенко может как бы и словцом добрым одарить Келлога. Собственно, он это и сделал. Да, вот как первая фраза Лукашенко звучали, обращаясь, ну, это протокольная фраза, обращаясь к спецпредставителю Соединенных Штатов Америки по Украине. Рады вас видеть в этом хорошем месте. Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальные диалоги, разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки? Вот так. Разве мы не можем? Конечно, можем разговаривать и будем разговаривать, естественно, будем. Самое интересное, что ну вот здесь такой очень эпизод такой для ценителей, особенно там белорусской политики. Меня вот очень часто, ну не то что просят, а почему нет белорусской политики, почему нет, да, вот каких-то деталей и подробностей. Есть детали и подробности. В общем, вот эта протокольная фотография. А что это вообще за встреча, да? Что вот, ну, о чем могли говорить? Об Украине говорили, об отношениях, конечно, там, американско-белорусских, это все понятно. Значит, обычно есть такая старая, такая коммунистическая привычка понимать по тому, кто где сидит, кто был, кого не было на встрече, вообще о чем это может быть. Так вот, на переговорах с Келлогом заметили, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель сидит рядом с Лукашенко. Это вот очень примечательно. Так обычно не бывает. А министра иностранных дел Максима Рыженкова вообще не было на этой встрече. Вместо него был белорусский представитель при ООН и по совместительству муж первого зама главы администрации президента Натальи Петкевич Валентин Рыбаков. То есть Рыбаков, представитель при ООН, муж зам администрации. То есть это достаточно такой интересный формат общения. КГБ, да, вот здесь там. Ну, в общем, что-то решали эдакое. Конечно, для того, чтобы мы никогда не узнали, что они обсуждали на самом деле, естественно, надо бросить информационную медийную кость. И это сделали очень красиво. Я еще раз, это кто-то уважает, кто-то не уважает, но это информационно-медийная кость. Мужчина, вышедший из микроавтобуса, это не жертва, ни в коем образом какой-то бусификации, это муж Тихановской, который сидел за нее, ему дали 18 лет, которого выпустили. Его еще 14 заключенных. Лукашенко бросил эту медийную кость. Ее схватили, за нее действительно ухватились. И, ну, давайте будем откровенны. То есть пошло движение в этой стороне. Сама Тихановская начала раздавать интервью. Говорит, что так ждала мужа, но то, что это случилось, это не совсем хорошо, потому что с диктатором кровавым Лукашенко, видите, как американцы идут на контакты, договариваются. Нет, конечно, ну вот, естественно, безусловно, она рада, что муж на свободе. Сам муж говорит, вот благодаря Трампу, ну и оды хвалебные Трампу поет. И сразу снимает все подозрения, что теперь у Беларуси 3 президента. Тихановский, Тихановская и Лукашенко. Нет, говорит, вся оппозиционная деятельность будет исключительно теперь на моей супруге. Я вот немножко в стороне, вот она на авансцене, поэтому не переживайте. То есть я там не буду с ней делить вот эту ношу. То есть пошло вот это движение. Движение называется «Ни о чем».
Нет, есть обиженные белорусы, которые уехали после протестов, которые там, есть те, которые, как Протасевич, вернулись, на заводе работают. Разные есть белорусы. И ко всем нужно, конечно, относиться с уважением. Но я веду свою мысль и пытаюсь ее до конца довести. Вот то, что мы увидели, это кость медийная, просто чтобы ее обглодали. И этим легко занимаются. Ключ ко всему происходящему вполне себе и вероятно, он находится абсолютно не в этой плоскости политических там каких-то контактов или налаживания связей. Ключевое, зачем ехал Келог в Беларусь, это были некие вопросы Украины, которые нужно решать. Келог совсем недавно выступал с планом по Украине, там 22 пункта. Келог это тот, который говорит, давайте договоримся так, чтобы вот по линии разграничения, собственно, и все. Давайте вот закончим как есть и разойдемся. И Келогу, вы представьте, как ему худо, он не слышит, он как его, там, Ермак его, конечно, тоже обнимает. Но с Ермаком, что с Ермаком? Особенно после там этих Политико сообщений и так далее. Да, в Москве Келога не воспринимают от слова совсем. То есть там был Уитков, который сейчас на задворках после ситуации с Ближним Востоком. И Келогу нужен результат по Украине, некий результат. Безопасного исхода Соединенных Штатов Америки или какого-то мирного трека, который могут еще пока есть вероятность осветить Соединенные Штаты Америки. Осветить. Ну вот прям, взять и осветить. И он должен ехать к Лукашенко. Келог в курсе, что через Лукашенко вели переговоры с Пригожиным. Он понимает, что если он придет, да, к Лукашенко, и тот может выступить посредником не Украины, не под Украину его готовят посредником. Его готовят посредником между Келогом и Путиным. Вот, ну то есть в этой линии между американцами и Москвой найти вот эту связь, донести что-то. Что-то Келог привез Лукашенко для Путина. И вот в самое ближайшее время мы посмотрим, что. Пока пена Ближнего Востока, удары по Ирану, пока вот эта вот вся история, решаются какие-то реальные важные дела. Еще один эпизод по поводу, вот чтобы все прекрасно поняли и отдавали себе отчет, как американцы ни черта не понимают вообще, что происходит там между Россией, Украиной и так далее. Очень серьезно разошлась беседа Такера Карлсона и Круза. Да? Круза, сенатора Круза, он там опозорился, что он не знал, сколько населения в Иране. И я у себя публиковал, и многие тоже публиковали, вот прям списком, да, там, как говорит Такер, а отвечает Круз. Но как-то мало замеченным, потому что Иран все вытеснил, война на Ближнем Востоке, была их беседа по поводу Украины. Она была, какая не безинтересная. Я продукт последних 25 лет, я внимательно наблюдал, был вовлечен на периферии. Я вижу бесконечную череду внешнеполитических катастроф, разоривших нашу страну. Бесконечную череду. Бесконечную череду. К ним относятся Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. И наша неспособность остановить хуситов, кстати, в Йемене, что выставляет нас слабыми. И мне это горько. Так что это провалы. Вы приложили руку к некоторым из них, будучи членом Сената. Значит, смотрите, Такер Карлсон использует очень интересный прием обобщения. Он берет как бы линию, ну, хронологическую в том числе, да, и вот эти все события, где Америка, ну, по мнению Такера, вообще ничего не выиграла и только как бы потеряла, да, и говорит, вы же приложили к этому руку. Ну, тут первое, вообще, конечно, то есть, как они строят даже беседу, очень интересно. А он не может ему ничего ответить, он сразу начинает, в смысле, отрицать, говорит, ты лжешь. Какие именно провалы? К каким я лично приложил руку?
Ну, мы не смогли победить Россию в войне, которую вы поддержали против России. Последние 3 года вы нам твердили, что Владимир Путин – это зло, и что мы победим его руками чужих детей. И миллион этих ребят теперь мертвы. Вы так и не извинились за это. Это был полный провал. Кстати, послушайте, количество лжи, которое вы выдаете всего в одном предложении, просто Вы ведь не поддерживали войну против России, верно? ошеломляет. Война против России была вызвана, что я уже объяснял в мельчайших подробностях, слабостью Джо Байдена. Мгм. Ну, то есть, новый нарратив. Слабый Байден, поэтому война против России в Украине. То есть, вы считали, что воевать с Россией руками украинцев это хорошо, да? Там миллионы, или миллион, или миллионы, в общем, очень сотни тысяч в земле из-за этой войны, и вы даже не извинились перед ними. И сейчас очень интересная линия. Это слабость Байдена все. Но вы же поддержали войну. Хотите поговорить? Поговорим. Россия и Украина. Я с удовольствием об этом поговорю. Вы считаете, это был успех? Нет, это была катастрофа. Но вы это поддержали. И не извинитесь? Нет, это вы должны извиниться. За что? Не буду заниматься этими требованиями извинений, так что Вот в этом-то и дело. А все эти провалы. И никто не говорит «простите». факты вообще имеют значение? Или просто бросаетесь? Поговорим. Хорошо. Хочу знать, почему это выглядит как настоящая катастрофа для США. А вы это поддержали. Считаете, слабость Байдена вызвала войну в Украине? Думаю, ее вызвала агрессия Байдена. Агрессия? Какая? Он требовал вступления Украины в НАТО. Чем это помогает США? Это ужасная идея, и я всегда яростно выступал против вступления Украины в НАТО. Значит, Украина в НАТО яростно, ну, то есть яростно был против Украины в НАТО. А Байден слабый. Так и Камала приезжала, тоже как бы говорила, вы будете в НАТО рано или поздно. Вот это и вызвало войну? Нет, это далеко не так. Хотите знать, что стало причиной войны? Вы пренебрежительны, факты не интересуют. Вы такой, ладно, нафиг. Хорошо, расскажите. Это кажется супер, вы абсолютно правы. И мне жаль. Это моя дурная привычка, это неправильно. И я говорю это искренне. Простите, что я так с вами. Смотрите, это же классическая история. То есть, как работает Такер Карлсон? Ну, это просто, чтобы было интересно. Он его размотал, натыкал ему, извинил, ну, как бы его реально обвинил во всех грехах мира. Говорит, что вот смотри, у нас какая там нехорошая 5-я точка для Америки, катастрофа. Тот согласился, что это катастрофа, но, говорит, причины в другом. Тот его еще раз макнул. Обиженный собеседник, он понимает, что собеседник закрывается, уходит. И тут Такер делает феноменальный жест, который позволяет ему в дальнейшем раскрыть собеседника. Почему я это долго показываю? Потому что суть, как докопаться. А в чем же причина войны в Украине? Вот в этом это же главное. Вот по мнению этого же сенатора Круза. В чем же причина? Вот эту историю очень мастерски обыгрывает Такер Карлсон, и мы теперь можем наконец-то узнать, так а в чем же, оказывается, причина? Мне просто кажется таким очевидным, что отправка Камалы Харрис на конференцию НАТО по безопасности, чтобы заявить, вы вступите в НАТО, и спровоцировала вторжение несколько дней спустя. Хорошо, тогда можно мне? Это займет несколько минут, потому что все сложно, Да. но факты имеют значение. Думаю, войну в Украине вызвали 2 вещи. Во-первых, это невероятная слабость Байдена и катастрофический вывод войск из Афганистана. Считаю, нам нужно было уйти из Афганистана, но не с такой некомпетентностью. Значит, Байден, слабый Байден и бегство из Афганистана. Вот 2 причины войны. Все, 2. 2. Какое это было сделано. Это привело к убийству 13 наших военнослужащих террористами. То, как это сделал Байден, это была катастрофа. И думаю, наши враги посмотрели на главнокомандующего и сказали, этот президент слаб. И когда этот вывод войск оказался таким катастрофическим, я публично заявил, шансы, что Путин вторгнется в Украину, выросли в 10 Верно. раз. Но, во-вторых, это критически важно. Согласен, это был ужасный вывод войск. И это стало основной причиной того, что все наши враги сказали, эй, этот президент слаб. И это их спровоцировало. И, кстати, послушайте, я презираю войну. И я думаю, что слабость и изоляционизм порождают войну. Потому что, они провоцируют агрессию со стороны наших противников. Согласен с Рейганом и его принципом «мир через силу». Лучший способ избежать войны – быть сильным, чтобы враги не хотели связываться. Да, вот она, мир через силу, формула, по которой действуют американцы. Мир через силу – это то, что мы видим с Ираном. Мир через силу – это то, чего требует Зеленский.
Мир через силу. Сегодня Зеленский проводит встречу, точнее заслушивает руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много деталей по поводу ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем бить по этим точкам ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессии. Проще говоря, сидит Зеленский и Буданов и видят точки, куда надо бить. Зеленский в очках, видите, вот все. Буданов, так сказать, тоже сосредоточен. Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства. Интеллектуальный регресс российского руководства. Литвин, наверное, на море уехал в отпуск. Наверное, да? Это он ему обычно пишет эти разные тексты. Или кто там сейчас занимается. То есть фиксируем интеллектуальный регресс российского руководства. То есть как бы были умные, а вот сейчас откатились, перестали быть умными. И имеем доказательства, что они готовы... Это просто феноменально на самом деле. Это тоже разошлось новостью. С этого сообщения его, написанного как-то немножко по-дебильному написанного, разошлось 3 новости. Первая, что Буданов и Зеленский готовят новые удары по России. Вторая, это вот доказательства имеем, что они готовят новые военные операции на территории Европы. А я вот так вот сижу, а какие старые были военные операции на территории Европы? Не, ну может какие-то были, там какие-то диверсионные, шпионские, наверное, это имеется в виду. Нет, написано военные операции на территории Европы. Не, ну Украина же это Европа, поэтому в принципе нормально. Так получается. Или какие военные операции проводит Путин на территории Европы? Новые. Значит, были старые. Получается, у него есть доказательства. Это вторая новость. Россия готовится ударить по Европе. Все, вместе с Будановым. Фиксируем тоже очень чувствительные убытки, которые там санкции экономической системе Российской Федерации наносят. Это подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления. Ну, понятно. Санкции и так далее. Но будем информировать партнеров, готовим общее решение с Британией, Евросоюзом. Спасибо всем, кто помогает защищать нам жизнь. Ну, это, конечно, нечто на самом деле, по большому счету. И я бы вам хотел сказать, что вот здесь абсолютно в этой канве выглядит и то, что последнее время говорит Зеленский. А последнее время он говорит о том, что, смотрите, у нас все хорошо, мы побеждаем. Сегодня было большое интервью, оно просто в этом, мало замечено было, но оно было действительно большое, важное, по линии фронта. Значит, вот этот населенный пункт Андреевка является большой победой вооруженных сил Украины. То есть сейчас за счет которых проводится прям целая большая информационная кампания об успехе. Значит, перебросили туда, по-моему, 225-ю штурмовую, одну из самых лучших штурмовых бригад. И вот они взяли населенный пункт Андреевка, отодвинули противника. Выходит Сырский и делает такие очень интересные такие тезисы, дает, что мы там на 200 метров отступили, на 400 продавили, Андреевку освободили, мы там их в дронах россиян, у нас преимущество, но у них преимущество в оптоволоконных дронах. Это вот нам Сырский рассказывает. И говорит о том, что он ждет удара с Беларуси. То есть вероятность этого удара высока. С Беларуси, куда приехал Кит Келлог, просить и что-то передавать для Путина. Что-то такое, очень такое тайное, что, чтобы это прикрыть, даже там мужа Тихановской отпустили. Чем
немножко обезоружили и сбили с толку, если честно, белорусскую оппозицию. Не, понятное дело, что там все начнут хвалить Трампа и дифирамбы петь Трампу, но тут же это делается не просто так. То есть вот этот успех сейчас продают по полной программе в Андреевке. Ну и, конечно, 90 квадратных километров, это, наверное, вот здесь, в Курской области, Теткино. Я не знаю, есть здесь 90 квадратных километров или нет. Но очень сложно мне сказать. Можно, конечно, померить вот так вот, да, взять вот этот. Ну, вот так примерно. Сколько? Здесь 5 километров. А если в ширину, подождите. А если в ширину? Ну, даже если представить по самому широкому, да, 1,3 на 5, 5. Ну, это не 90 квадратных километров. Ну, в общем, 90 квадратных километров. Такую цифру дают СМИ по итогам интервью с Сырским. Что вообще по фронту происходит? Да, в принципе, все то же самое. Значит, вот Привольное. Продвижение. Продвижение здесь. Это вот мы видим населенный пункт Шевченко, Зеленое поле. Сразу в нескольких точках выходят вот на Днепропетровскую область. Ну и Шевченко тоже, да, здесь. Ну, мы понимаем, что. То есть сейчас уже вполне по линии фронта говорят о том, что Днепропетровская область туда прям заходят. Заходят и заезжают. Это вот то, что, ну, такие какие-то, да, такие обновления за сегодня. Ну, за вчера здесь вот на Донбассе все не так хорошо. На Донбассе прямо идет такой расческа фронта. Смотрите, раз, гребни. И вот они идут туда, на Константиновку. По Константиновке прошлый, по-моему, шум писал парень, и прямо во время эфира отозвались волонтеры, номер телефона, в общем, они связались, следим за ситуацией, как будет точная информация, что этот парень, который обращался, ну, смотрит наши эфиры, тоже говорит, сижу в Константиновке, дом разбомбило 2 недели назад, живу в соседнем подвале соседнего дома, выезжать боюсь с администрацией, может, какие-то волонтеры помогут выехать, потому что то ТЦК запакуют, то, в общем, бросят где-то, в общем, не хочу, страшно ему. Но вроде как контактами обменялись, вроде должно быть все нормально, может, вывезут его оттуда. Но Константиновке, как мы понимаем, будет худо сейчас. Ну, ровно как и здесь, да, идет продвижение выходу к, ну, вот этой Днепропетровской области. Петропавловка вот здесь. Также серьезное продвижение фиксируется вот здесь Карповка, здесь немножко на севере, в районе Светогорска. Об этом еще огибающем ударе вот, да, в Донецкой области, вот здесь мы еще узнаем. Выход к Осколу на этом направлении, там до Оскола остается ни много ни мало, как там 14 километров, насколько это реально, посмотрим. Тем более, что в других местах по Осколу, вы видите, здесь уже пошли вниз по бережку. Загрызово имеется в виду, Сеньковка, Сеньковое, да, и, то есть, Купянск, угроза перманентная. Здесь карта Deep State не обновлялась, хотя бои идут достаточно серьезные по огибанию Купянска как такового. Что примечательно и что, наверное, ну вот поражает в Владимире Зеленском, так это в том, что вот умеет он маленькую какую-то тактическую победу выдать за какую-то стратегическую историю. В этом сложно соревноваться Российской Федерации, но они тоже могут, хотя у Зеленского получается лучше. На самом деле все прекрасно понимают, что стратегически ситуация достаточно тяжелая, война по большому счету проиграна в большом пределе. Но, тем не менее, удары по Москве должны вносить как бы еще больше позитива, духовитости в не очень стройные, но ряды украинцев. Причем внутри страны и за рубежом. За рубежом только возникают некоторые проблемы. Вот очень интересный материал. Просто вот опрос. Подошли на улице к украинцам в Брюсселе. Представляете? Брюссель. Сердце же вот это вот Европы. И встретили украинцев. Там мужчина, женщина, у них люлька с ребенком.
Вот как-то вот не ожидали услышать такое. Коли дійде до того, що ви зможете оформити місцеве громадянство, ви залишите для себе українське громадянство? Значит, что решила корреспондент Радио Свободы спросить? Вот вы уже долго в Европе, да? Придет же момент, когда там спустя годы вам можно будет, ну, даже вот по факту нахождения в той вашей стране, ну это Брюссель, Бельгия, вам надо будет, ну, гражданство получать. Это сейчас же очень интересно. То есть множественное гражданство, кого лишать, кого не лишать. Угоден, будешь хорошим украинцем. Не угоден, заберем у тебя паспорт. И вроде как нормальные вопросы, начинается нормальный ответ. Ну, вот женщина, да, она, вот у нее там люлька с ребенком, и она говорит, да, ну, конечно, украинский паспорт, у нас там много своих, все хорошо. Но мужик какой-то подозрительный стоит рядом. Вот мужика надо отдельно послушать. Так, Я у ні. мене вся сім'я там. Я не, поки не поміняється оце все кагало, це все, яке рулить. Аля. Разом з президентом і з цими депутатами. Значит, она говорит, да, вы что, у нас, говорит, а я нет. Пока рулит это Кагало вместе с президентом и всеми депутатами, моя позиция нет. Нет, не хочу я оставлять украинский паспорт, если у меня будет другой. Ну, по факту, долго, если, например, да, то есть жить, то можно, в принципе, попробовать податься на паспорт той страны, где он находится, вот в Бельгии. Ну, такой нормальный мужик, он уже, видите, такой взрослый, безрукавочка у него, цепочечка. Говорит, нет. Причем его подписывают Роман, бывший военный, беженец с Донеччины. То есть, это Роман в Брюсселе, он бывший военный и бежал с Донецкой области. Відмовитися від українського? Я би навіть пішов на передову от, з любим із депутатів, які там зараз сидять в даний момент, приймають якісь такі придурочні рішення. Це знаєте, як називається? Це спав, приснилося, опа, а є можливість, опа, і законопроект. Вони зажимають людей. Це просто винищення нації. Самі своїх топлять. Сами своих топят. Уничтожают нацию, рассказал Радио Свобода, бывший военный, который из Донецкой области. А я бы пошел повоевал бы. Я вот с удовольствием, я в одном окопе с этими депутатами, вот сел бы и повоевал. И поэтому, когда вот эти барбершопные, а я вот долго не мог понять, а откуда это берется? Ну вот правда, они же все, когда делают антикриз какой-то свой, они говорят, депутаты, это что там те депутаты, депутаты наоборот должны работать, парламент должен работать. Нет, у людей четкое понимание, что занимаются ерундой, уничтожают людей, душат, принимают законы, какие попало. Кагало там у Зеленского собралось. И за это, ну, нет, какой паспорт украинский? Тут такие уже начинают звучать голоса. Хотя принципиально все считают, что за рубежом находятся люди, которые самые большие патриоты. Да нет, этот бывший военный что, патриот? Говорит, пойдем повоюем, конечно. Только все вместе, а не вот так вот. Сложно даже представить, что он пережил, как он комиссовывался, через что, да, и сам, если будучи из Донецкой области, да, через что он прошел. Но он четко дает отчет себе и людям, кто у руля. А у руля черти конченые. Простите за эти эмоции. Сегодня появилось видео с обхода по Хмельницкому. Обычный обход, Хмельницкий. То есть, судя по там, антуражу, и в принципе понятно, что это многоквартирный дом а-ля общежитие. Да? И вот они ходят, так сказать, собирают информацию по домам, военкомы. Персональні дані. Я не сказала персонально. Та ну не розказуйте. Мгм. Мене більше цікавить той момент, що особа родилася в Де? Російській Федерації. Не в СССР вообще-то, а не в Российской Федерации. Значит, видим лестничная клетка, ну вот эта площадка, да. Ну, опять-таки, при Союзе построенная, да, все понимают, что примерно даже все угадывают типаж, да, что это за малосемейки, что это за все там, хотя бы раз в жизни в таком архитектурном этом зодчестве, да, они хоть раз находились. Значит, пришли, и говорит, вопросики есть, вопросы. Почему-то вы, Хмельницкий, родились в Российской Федерации.
родились, мать его, в Российской Федерации. Мужик ему четко отвечает. Значит, не в Российской Федерации, а в СССР я родился. Ну, а дальше, как это? А дальше ругня. Да. Не треба там писати, не треба там придумувати. То есть, смотрите, он сидит и вот это стоит, говорит, вопрос к вам, там военкомы рядом, сейчас с ними пообщаются тоже. Это такое длинное видео, ну, постараемся ускорить. И он что-то там в этом планшете своем, ментовском, что-то он там вот это вот, что-то делает. Что-то делает. Что он там может делать? Все ваше, це ви там можете писати, що хочете. Предупреждаю об уголовной ответственности за то, что вы сейчас рассказываете персональные данные. Які? То, що ви родилися в Вот того Російській бумаг- Федерації? еще раз. Що, серйозно? Показуйте, показуйте. Гайда. Вообще-то. И он показывает. Ну, тут, понятно, персональные данные, ну, не сильно видно будет, бог с ним. Короче, мужик, 70 какого-то мохнатого года рождения. И вот он стоит, смотрите, у него сеточка вот это есть. То есть, ну, розыск. В базе, чувак. В базе. Ви зараз самі знімаєте його дані. А вы их прояснили. Чи, а ну покажи ще раз. То есть, она аж закашлялась. То есть, как в смысле в базе розыска. Там ребенок, видите, ходит рядышком. Ну ще раз покажи. Що? Ну ще раз. Діма, навіть сфотканий, тільки що та от футболка ця, що тільки що сфотканий. Це вони підробили. Только что сфотографировали его. Футболка у него та же самая. Футболка та же самая. Они его сфоткали, засунули быстренько под эту сеточку по росту примерно. Все, он уже в базе. Тут же внесли в базу. То есть мужика нигде нет, судя по всему. Но это тот, который дома сидит. Вот он в Союзе родился, в Хмельницком, да, вот дома. Его сфоткали сразу, он уже в базе. Да, це... Идет подделка документов. Які Росії? Які Росії? То есть а они ему лепят, он в России родился. Какой, ну, какая Россия? 70 какой-то год. Какая Россия? Що мелиш? Що ти мелиш? Що ти мелиш? В Росії родився, в Хмельницькому сховався. Ступися звідси, ти гном. За жінку сховався, а ти не сховався, а ти за гроші ховався. Значит, и они приходят, начинают, ну как это, ну они обучены, эти ТЦКшники вот эти, да, они там за женщину, а жинка ротатая такая, в роте черная у нее, такая, она может это, отгавкаться, такая наша, такая вот украинка настоящая, как зацепится на язык, там вот как вот все, и понесло. Гном там на него, а он все, то есть за женщину спрятался, уклонист. Як і получаєш? Все, гвалти закінчилися, тепер починаємо говорити по людях. До свидання. Пішли, все, пішли. Все. До свидання. До свидання. Що, серйозно? Дивись, бо злякалися. Злякалися. Ні, я кажу, я злякалася. До свидання. Що, серйозно, братів, слухай, йди звідси. Вивчи, як учина собі ходи розказує. Все. На, до свидання. Ви особа, яка має... Особа ти. Взявшая на себя неповидание. Зайди. Бо вони тебе сфотографували, вже пишуть всяку хрень. Вони вже починають писати всяку хрень. Вони тільки що тебе То есть, видите, мужики хуже ругаются, чем женщины. сфотографували, хто який стояв, понял? І пишуть всяку хрень, розумієш? Вот этот. Припиніть ховатися за... Що, серйозно? Дивіться, оця людина обізвала мого чоловіка москалем. А якщо дійде до того, що він не москалем, То есть у женщины срывает эмоции, она подбегает к вот этому младшему, говорит, этот человек назвал моего мужа москалем. А если он не москаль, типа, ответишь? будеш відповідати за свої слова, поняв? Я тобі ще раз кажу, москаль це ти. Москаль це ти. Не наближайтеся на неприпустимо місце. Сволочі. Показати ваші документи, хто ви є. У вас отсутствует право требования. Вас мусить бути... Буряти, да, ще гірше бурятів тут, блядь, находять. Да, хуже бурятов. То есть, понимаете, в чем дело? Они сначала ввели вот эту историю, типа, ну, типа, москали плохие, там, хуже бурятов, хуже вот это все. А потом сами в этом всем и видят, что, как это, отражение в зеркале. Пришли с рейдами проверять, быстренько, как бы, ну, это подлог документов чистой воды. Подлог документов в Хмельницком. То есть сразу быстренько, раз, внесли в базу, все, ты в розыске.
Тот говорит, в каком я розыске? Вы чего? Ну, то есть, и вот из этого общения много выводов можно сделать. Вообще о состоянии человека. О состоянии человека. Есть такое выражение «маленький украинец». Тошнотворное выражение, я его не применяю. Это какой-то идиотизм. Нет маленьких украинцев, нет маленьких там россиян, белорусов, нет маленьких там каких-то европейцев, там, немцев, маленьких. Обычный человек, вот обычной жизнью живет, да, вот у него семья, детки бегают там, вот они пришли, вот им, как бы, ты прячешься за женщиной, там, ну, женщина там спуску не даст, конечно, но тем не менее, говорит, ты москаль, а чё? Потому что родился на территории Российской Федерации. Говорит, а какая была Российская Федерация в том 70 каком-то году? Я в СССР родился. Ну, то есть просто пошла эта каша в голове, и это вот прям вот прет изнутри. Обычная одноэтажная Украина, это лучшее выражение, чем маленький украинец, бунтует против этих беспредельщиков. Вот случай в Луцке. Значит, поймали парня, он босиком, видите, этот парень, вот они его все это самое, так сказать, держат. Тут кричит, фотографируйте меня, снимайте, люди добрые, делайте что-нибудь. Саша! И тут прилетает банка с огурцами из соседнего окна. Ну, с помидорами, прошу прощения. Закрывачка. То есть он кричит, меня зовут такой-то, такой-то, я такой-то, такой-то. Он на камеру, он кричит людям, чтобы, ну, они его зафиксировали, что он, потому что он понимает, что он может не выжить после всех вот этих, или в учебке упасть с бортовой машины, или еще что-то произойдет с ним там в этом распредцентре. И он говорит, снимайте меня, я, ну, типа, жить хочу, снимите меня, может, там, выложите куда-то, или как-то останется хоть какая-то память обо мне, да, и когда искать кинутся родственники или что-то еще. Ну, вот они взяли его, скрутили, и те, кто-то швыряет банку с помидорами. Луцк! Банка с помидорами прямо вот в дверь туда. Ну, он кричит, что ноги, там же банка прилетела, разлетелось стекло, говорит, он, ну, пытается, в общем, кричит что угодно, лишь бы вырваться. Та відпустіть його вже! Мене хочуть запшикати балончиком! Мене хочуть побити! Наді мною знущаються! Меня хотят запшикать баллончиком, меня хотят побить, надо мной издеваются, и в конце концов он вырывается после вот этого, ну как это, резонанса, да, когда там же там кричат люди, там может плохо слышно, и хорошо, что плохо слышно, YouTube будет ругаться, они же матом кричат на них, на этих людоловов. Ребенок кричит, помидоры заберите, да, он говорит, забрали они свои помидоры отсюда с этого двора. То есть вот так это все происходит. Ну вот в таком духе. И хватают везде, прикрываются любыми путями. Вот это, например, в Одессе мобилизация. В маршрутке Одесса-Николаев. Полиция! Полиция! Это все будет в интернете. Полиция! То есть она зовет полицию. Видите? А вот он полицейский, нормально, да? Полиция, а нормально он там разговаривает. Там, что там, корм коту купила, да? Раз с женой идет разговаривать. Ну, вряд ли же там акции покупает или что-то такое важное по работе. Ну, просто разговаривает там, а что там это, да? Ага. А на море когда поедем, да? А, я понял. А что там, на дачу надо, да? Там чего-то, да? Подвязать, там, виноград. Да, сейчас, да. Угу. В интернете. Полиция! Полиция! Помогите! 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 Ну, он нормально, он садится на переднее сиденье, он там в группе оповещения присутствует, освещает собой. Помогите!
розтьохують в інтернеті. Помогіть. Одесса, Николаев. Автовокзал Привоз. То есть ходят даже такие версии, что эти ТЦКшники, они, первое, они не ездят уже на вот этих бусиках, даже, ну, в микроавтобусах, бусиках, да, вот этих течиках всяких, которые там волонтеры понакупали, которые там на чужих номерах. Они не ездят, потому что люди их выкупают, их жгут. Ну, или шины прокалывают, в общем, портят. Поэтому они вот, ну, Одесса сначала, с самого начала бусификации славилась вот этой маскировкой. Помните, скорая помощи, которая за бешеные деньги фонд конкретный передавал, потому что война, нужны кареты скорой помощи. И они во дворах Одессы ловили на скорой помощи. Сейчас это вот рейсовая маршрутка Одесса-Николаев. Ну, юг, лето. Понятно, что, несмотря на всю войну, но это пользуется популярностью. И вот этот водитель, говорят так, опять-таки, ходят такие слухи, он как бы вынужденно с ними, то что в доле, ну как, вынужден их обслуживать. То есть вынужден предоставлять свою вот эту маршрутку для того, чтобы те проводили бусификацию. Почему? Потому что если нет, то его тогда заберут. Или там водителя заберут, или будут проблемы у хозяина предприятия. Или вообще сейчас вот эта история, что до 20 июня, это же вот, да, сейчас уже 22, нужно всем сдать отчет в ТЦК предприятиям о наличии того или иного транспорта, которое на балансе предприятия. Если не сдашь, там штраф, там 22-56 тысяч гривен, ну такие нормальные штрафы. И вообще по законам военного времени могут и конфисковать. Ну типа, мы ТЦК, мы военные, мы у вас должны взять и забрать, понимаете? То есть и такое бывает. Поэтому они, конечно, эти транспортные предприятия, им деваться некуда, а их берут зачем? Ну, во-первых, потому что маскироваться. Ну, едет маршрутка, маршрутка Одесса, Николаев, пожалуйста, останавливается, и тебя, так сказать, хочешь ты ехать, покупал ты билет на эту маршрутку, не покупал, тебя в нее сажают, и ты едешь. Это вот Одесса, то есть, видите, Хмельницкий, Луцк, Одесса. Я просто встречал в комментариях, что это вот русскоязычные районы Украины, вот эта пошлость. Нет, это касается всех районов, всех городов Украины. Это все Украина. И вот эта бусификация, этот беспредел объединил даже такие разные уголки Украины, которые там пострадали и не пострадали, хотя бы по этому критерию, пострадали и не пострадали от войны и боевых действий. Вот ровно. Забрали вообще мужика на автомойке. Ну, этот снимает, ну, это ничего не дает. Тоже когда-то спорила с кем-то в комментариях, что это просто какая-то непонятная тачка, пригнали волонтеры, ТЦК ей пользуются, типа для военных нужд, там что-то для фронта возить. Вот они возят для фронта мясо. Викрадення людини. Ну, короче, снимающий вообще какой-то странный товарищ. Викрадення людини. Какой-то, я помню, был такой сериал, может, кто знает, вот в Украине показывали, и в России тоже показывали, Южный парк, да, Південний парк. И вот это он таким голосом говорит, вот такая вот озвучка была на украинском, она, конечно, феноменально крутая была на украинском, ну, такая точная, такая вот смешная, этого американского мультика. И вот таким голосом, как вот Кенни какой-нибудь, да, вот это он так и говорит. Мужики, машину заберіть, хотіть залучити машину, пожалуйста. Там телефон. Машина на мойке. Говорит, в машине телефон, ключи заберите, машину хоть как-то оставьте. Мужики, сделайте что-нибудь. Попытался рыпнуться. Ну, не получилось. Викрали людину. Выкрали людину, выкрали. Нічого? Так. А это этот мойщик. Мойщик говорит, а что вообще происходит? Что случилось? А выкрали людину. Так, ну. Да. Ну, вот такое отношение. Что происходит? Да.
А я нормально, я вот сейчас сниму вот это себе, там в телеграм-канал какой-то продам, ровно какой-нибудь местный, за 150 гривен будет мне там на пачку сигарет. На, выкрала людину. Но на самом деле, больше всего, как вот эти все ужасы одноэтажной Украины на пентхаусах Подола смотрятся. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что говорит этот позывной Калина, азовец, и как его слушает Гордон. Вот как он его слушает. Я вот смотрю в эти все глаза, все два пока что. И я вот смотрю, это он же слушал этого Гиркина, Стрелкова, помните интервью для Гааги, на флешку. Это ж он слушал вот этих всех звезд, вот этих именитых, Розенбаума, там, Кобзона, Лукашенко он приезжал, слушал его. И вот примерно вот так он сейчас слушает Калину по поводу вот этих ужасов одноэтажної України з бусифікації. Мобілізація потрібна. Я вважаю, що бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, що вони не такі масові, як нам показують. Можливо, це підсвічування, можливо, це російська ІПСОшка розганяє це все. Значит, это российское ИПСО, подсвечивание, не такие массовые вот эти все штуки. Это все российское ИПСО. Вот это вот ужасы одноэтажной Украины. Вот эту женщину особенно вспомнить, которая своего мужика отгавкивает от военкомов, да, и для которой оскорбление, что пришел какой-то хмырь и говорит, что у нее муж москаль. Типа, а он говорит, вы хуже москалей. Вы хуже этих бурятов, о которых там в начале войны были, ну вот эти страшилки разогнаны. Вы хуже. Да, говорит, да. ИПСО, да, говорит, да, ИПСО. Это ИПСО, да. Это подсвечивается, это раздувается. На своїх платформах. Поодинокі випадки порушення неправомірних дій є однозначно. Виявили, наказали, є кодекс, є закон. Будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії. Кого наказали? Ну вот видели, чтобы кого-то наказали. Вот этого лиса из Харькова, который, ну этот ТЦКшник, который типа, ну ударил учителя, наказали. Почему? Потому что там, ну, вопиющий случай. Там страна вся содрогнулась, потому что он ему дает документы, тот их там что-то читает, а в это время просто так вот он его лупит и все. То есть, а он учитель, у него бронь, и это дело сделали таким показательным. Мол, смотрите, государство борется против несправедливости. Борется государство. Эх вы, говорите. Это вот как с Чернышовым, понимаете? Борется с коррупцией. Вы говорите, коррупция у нас есть. Чернышов убежал за границу. Нет, вот он, ласково просимо, он здесь. То есть вот этим случаем отбрили все вот эти медиа, ну, скажем так, всю эту шумиху, всех типа оставили в дураках, а мы тут такие выигрышные. Проблема в том, что коррупция от этого никуда не делась. От того, что этого лиса, этого ТЦКшника там куда-то перевели, уволили, он сейчас там ходит по судам, учитель попросил 300 тысяч гривен, тот типа судится, и это все будет надолго, и все. То есть от этого бусификации и избиения, отлова на улицах меньше не станет. Но это показали. Заткнули информационную течь тряпкой. Ну, вот корабль течь, там, ее тряпкой заткнули. Оно ж не герметично все равно течет, но вот заткнули. И всем показали, смотрите, мы боремся. Воно повинно бути все збалансовано. Людина повинна, для мене... Я поражаюсь этого всего. Вот это. Надо сбалансировать. Да, надо сбалансировать. Чим жорстче працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей. Чем жестче работает ТЦК, тем больше у меня людей. У меня имеется в виду у него там в Азове, в третью штурмовую вот это приходят, вот это все. Чем жестче они так делают, тем больше людей идут к нему. Обучиться, получить. И, короче, к нему. То есть вы понимаете, какой уровень цинизма? Тому що люди розуміють. И они ржут там, сидят вдвоем за белым столиком. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть он только что говорит, что никто жестко не работает, это там единичные случаи, но мне выгодно, чтобы этого жестяка было больше, чтобы ко мне быстрее приходили.
Ха-ха-ха, это смешно. Это остроумие у них такое. Що, знаєте, бляха, я не хочу попасти незрозуміло куди. У мене ж заберуть однозначно. І така категорія людей є. Вони Краще просто, піду в Азов. так, вони просто чекають, коли їх вони вже мають тривожний чемоданчик, вони спакували, вони вже проходять курси, вишколи, готуються, і типу чекають, коли їм там вручать повістку. Їм там чух повістку. Это он описывает идеального мужика, который там ходит, учится, там все курсы прошел, у него там сразу все собрано, сейчас раз повестка, и он такой раз сразу приходит, а я вот сюда вот хочу, а тут у меня есть, и вот это он туда пошел. То есть это идеальная модель. Идеальная модель стада, где они хотят, ну, панувати, править. Вот это идеально. Ты каждый должен сидеть и знать, что ты завтра. То есть такая очередь к пропасти. Все так вот прыгают. А пропасть же она такая, не сразу обрыв, а там есть еще камни, где-то можно зацепиться, где-то там безопасненько, где-то вот там можно упасть не до конца, упасть там, остаться калекой и там болтыхаться. Ну вот эта вот пропасть вот такая скалистая, а там вот, и вот все вот в этой очереди, понимаете? Такая вот метафора. Вони так і так, в екоцентр, доброго дня. Мам, я в Азов. Да, не в Азов. То есть ему хорошо, когда ТЦК так себя ведет. А все же начинают задавать вопросы. Подождите, так а зачем вам столько людей? Почему все? Почему каждый? Почему? Ну, смотрите, желающих-то, в принципе, ну, есть же какие-то желающие. Понятно, что в начале войны их было больше. Все там сразу вспомнили, что, где, кто. То есть были понятны цели, было понятно все. То есть не как этот мужик, бывший военный, говорит за это коголо воевать, а вот, ну, в начале, да? В принципе, ну, мужики же есть. Мужиков полно. Но, простите, то есть, а сейчас что делать? То есть, да, в чем проблема? Может, воюют как-то не так? Вот военный рассказал, как воюют. Для мене було важливо, щоб ми могли хоча б почати добиватися певних змін. Тому що якщо ми хочемо... Это нашумевший комбат, который там недоушел из ВСУ, но, тем не менее, в общем, остался служить. Это он рассуждает об армии, как она воюет сейчас, во что превратилась. добиватися результатів, якщо ми хочемо перемоги, ми маємо змінювати наші підходи з кількісних на якісні. На жаль, чомусь нами обрана тактика така, як у ***ерів, і ми намагаємося їх якимись там кількісними показниками піхоти, засобів тиснути, але у нас немає стільки ресурсу. І відповідно цих змін поки що немає. Значит, тактика, говорит теперь, такая, как у противника. Одинаковая тактика. Количественная. Ну, то есть, там же воюют, и там тоже. Мы теперь воюем точно так же. Стосовно звернень з мого боку були. Тобто весь ланцюжок, який необхідний, з мого боку був зроблений. Тобто звернення були і в бригаду, були офіційні, неофіційні, були комісії, яким я викладав, є пояснення, зафіксовані. От. Але, дивіться, знову ж таки, незважаючи на те, що мною було багато чого сказано, написано, зафіксовано, чомусь це не бачать, не чують, і потім роблять такі заяви, що начебто я там істерично вийшов в ефір і на весь світ підняв проблемы непонятно с чего. То есть, говорит, я докладываю, там, чего-то пытаюсь, чтобы как-то вот что-то изменить, улучшить. Но потом я выхожу в какой-то эфир, говорят, истерику разгоняешь, вообще вражина. Ви, до речі, зараз, коли ви вперше виходите в ефір, ви не боїтеся, що вас за це покарають? Вопрос, а ты не боишься, что сейчас ты в эфире тебя накажут? Я не знаю, що мені можна боятись, коли я вже стільки років знаходжусь на війні. Ну, а чего ему бояться там? Ну, хоть так, понимаете? То есть, там, он на войне, там, его могут завтра убить. Ну, а чего? Военный он цель, он солдат, он понимает, что... но он что-то пытается делать, а ему говорят, не, в сторонку. Я офонарил, я там рассказывал вам выше об интервью Сырского сегодняшнего. Сырский признал проблемы с ТЦК, говорит, надо решать, надо заниматься. И уже почти никто не помнит, что Сырский сам пришел с сухопутных войск. Сам с сухопутных войск. В чьем подчинении ТЦКшники. То есть,
фактически, ну, по вертикали, это в его поле ведомства, это в его схеме, это вся вертикаль бабла, вертикаль унижения, это все вот как бы он там главный был. А сейчас он главный вообще всем. Ну, сейчас ничего, говорит, будем заниматься ТЦК, чтобы все было хорошо, и военными будем заниматься. Ну, о каких же старых подходах, старых ошибках говорит этот военный, этот комбат? Что его не устраивает? Да его не устраивает то же самое, что и всех остальных. Необучаемость. Сегодня пришла новость, ну она такая пришла, официально из сухопутных войск, обезличенная, что был очередной прилет по полигону. Есть официальная статистика, есть там неофициальная статистика. Неофициальная больше, чем официальная. 3 человека погибли, 11 раненых. Где не сообщается, но потом все поняли, что это Николаевская область, то есть где-то там, в Николаевской области, вроде как там был полигон и по нему прилет. То есть человека унижают, бросают его в ТЦК, он проходит эти все 7 кругов ада, его отправляют в учебку на тренировочный полигон, и уже с того момента, то есть начинается вот эта вся история. Вы никогда не задумывались, почему не было никаких прилетов в ТЦК? Ведь по идее, если так разобраться, Россия как противник, да, то есть это исключительно военная логика, должна же бить по военкоматам или там разлад делать работы в военкоматах. Нет, военкоматы почти никто не трогает. Ну, там пару было каких-то типа терактов, но это немножко из другой оперы. Это вот просто, я думаю, что это военная цель, о которой все знают и всем доступна. Ну, когда вот в телеграм-ботах пытаются зарядить какого-то человека, который чего-то там приносит пакет там или там чего-то передает, и оно взрывается. Сейчас, кстати, новая тема, что продают на OLX, там на разных маркетплейсах по объявлению продают мопеды. Ну, вот эти. Тут же тоже интересная история. Все ржали с российской армией, что они сидят на этих багах, мопедах. Не, нормально, сейчас все тоже в ВСУ пересели на баги-мопеды. Все ржали с российской армией, это дорога возле Бахмута, которая вот так вот просто вся зашита полностью сверху по бокам антидроновыми сетками. Сейчас в Сумской области тоже так делают. И вот они вот эти мопеды как бы продают, передают, расчет, люди расходятся, те тянут мопед, ну, понятно, там осмотрели что-то, а потом, видимо, нажимается, и оно взрывается. Эти там двое или сколько там, 1-2, эти военные, которые покупают мопед, они уже, ну, если они там пытаются его тянуть, этот мопед взрывается, то есть минус военные какие-то, то есть это все террор называется. Но тут же речь не о терроре, здесь речь о том, как воюется, какие системные какие-то правила. Прилетело по полигону ВСУ. 3 погибших, 11 раненых, хотя там можно умножать на 2, на 3, это всегда так. К вечеру россияне уже там в российских пабликах уже показали этот полигон, уже вот срисовано это все с зоны разведчика, сразу все там, ага, здесь построение, опять-таки, видите, вот, сейчас улетело, вот здесь построение, то есть все то же самое, что на прошлых трагических случаях, то есть никаких выводов не делается. Вот они увидели построение как ориентир, то есть такое ощущение, что все какие-то ну, странные. То есть ориентир там желтая машина. То есть я несколько раз просматривал это видео, тоже можете потом посмотреть, найти в пабликах в разных, оно доступно. То есть там все как на ладони. То есть понятно, лесочек, посадочка, там какое-то там вниз углубление, но все как, ну вот, желтая машина. Машины другой не было. Ну вот почему желтая? Ладно, вот эти там разные. Белые там, сделайте защитное. Это все на очень большом расстоянии, с очень высоты большой видно. Видно. Ну, то есть тут блиндаж срисовали уже четко там. Ну, все видно. А профессионалам видно вообще. Ну и пошел этот удар, видимо, кассетами. Сразу все поняли, с этими взрывателями. И вот такая трагедия. Ну, это как специально сделали акцент на этой желтой машине. То есть идиотизм, дуболомство непобедимы. Непобедимы в этой связи. От слова совсем. Значит, что принципиально важного еще хотел я отметить ввиду всего происходящего, это, ну вот буквально
таких пару моментов. То, что происходит сейчас, значит, из того, что об этом нужно сказать, в Москве уже министр Аракчи, министр иностранных дел Ирана, это вот прям важно. Тибриз снова обстреливают. И вот здесь вот, ну, над Украиной шахеды, да, это по состоянию на сейчас, видите, какая карта. То есть с юга, ну, как обычно, то есть сколько их, много или нет, посмотрим на протяжении всей ночи. Все растет, это число изо дня в день. Понятно, там Израиль радуется. Вот здесь вот. То есть премьер Израиля Нетаньяху после ударов США по Ирану оставил записку у стены плача и помолился. Вот это, я считаю, очень важная новость в контексте всего происходящего, и особенно когда непонятно, к чему это все вывезет в дальнейшем. Очень важный, я считаю, взгляд на все происходящее сегодня. Очень важное на все происходящее сегодня это, конечно, Ермака. Почему? Потому что после вот этого скандала понятно, что ему нужно будет как-то себя проявлять по-другому, набирать очки. Но, похоже, ничего глобально, контекстуально не изменилось. Значит, Ермак делает с утра осторожный, сегодня днем, ближе к утру, осторожную публикацию, что мир через силу, это правильные слова, Россия тоже понимает, исключительно мир через силу. То есть они все очень сидят, и вот эти люди завидуют Израилю, Нетаньяху. Записочку в стену плача положить, помолиться сейчас, штандартик растянуть, спасибо, Америка. Я думаю, что такие штандартики очень быстро бы в квартале 95 соорудили и сварганили. Вот все то, что происходит сейчас с Ираном, это должна была быть Америка по отношению к России с позиции Украины. То есть вот эта история, зависть к Израилю, она сейчас присутствует. Он публикует этого пастора Марка Бернса. Мы, в общем, должны остановить, слава Украине, остановить бомбардировки Украины. Вот он дякует Ермак и делает новость из ничего. То есть это вообще очень интересная специфика, когда нечего сказать, нужно сделать новость из ничего. Таких очень много моментов в марафоне и так далее. Значит, украинские флаги на концерте в Венгрии Imagine Dragons, есть такой мировой известный бенд, в общем, запретили украинские флаги. Они же эмпирически выносили украинские флаги в поддержку Украины. Но вот они запретили украинские флаги, но музыканты сделали шоу в цветах украинского флага. Мол, смотрите, какое крутое видео, всем спасибо. Шоу в цветах украинского флага — это пульнули желтым конфетти, видите как? И потом, собственно, такими синенькими, растворяющимися вот этими, желтое конфетти и синенький дымочек. Это типа вот поддержка Украины. Потом, правда, дымочек не синенький. Вот здесь вот видите, там, украинский флаг. То есть вот здесь конфетти такое, конфетти сякое, подсветили. Типа украинский флаг, поэтому Imagine Dragons с нами. То есть перемога. Это вот не напоминает что-то, я рассказывал в шуме, когда после каждого обстрела в Киеве нужно надевать вышиванку. Это сразу всех воодушевляет. Готовятся удары по Москве, готовит Зеленский с Будановым, а Imagine Dragons в цветах украинского флага. А сейчас шахеды летят по стране в эти минуты. Шахеды уже не так страшно, как летят. Но украинцы, они видят все. Особенно эти параллели з Ізраїлем очень серйозно видять і розуміють. Вітаю всіх українців. Що ж, дивіться. Я думаю, всі розуміють, що це таке, да? Подивіться уважно. Що, звізда Давіда вже. Будь ласка, українці. Все вам. Бачите, що роблять? Подивіться. Отак от. Тут прапор України, майорія, місто Кропивницький.
Тут уже вам уже символізації відкриту ставлять, навіть не переживаючи ні за що. Де це символи іноземної держави були так поширені по іншим державам, крім як у нас. Бачите, не шануємося, українці, не шануємося. Даємо їм можливість, а вони з нею користаються. От вам, будь ласка, Петів, Юлі, всі ці вальцмани, капітельмани, все вам, будь ласка, вже тут роблять пам'ятники. Отак от, з Богом, українці, з Богом. Ну, видео не свежее, там видео в начале, в середине весны, Карпивницкий, то есть все же, видите, антураж, ну, уже начинают обращать внимание на знаки и символы. И когда по всей стране поставили вот эти миноры, все как-то тоже так, не, ну это, конечно, очень важно, то есть это по Европе тоже, ну, когда праздник, там, Ханука, ну подождите, ну, какая Ханука, прям в каждом городе, в каждом там, все, гонка была этих подсвечников. Гонка прям, все там открывали их в разных городах, еще что-то. Знаки и символы везде рулят. Ну, чтобы не говорили и не говорить, что шелест, ты вот шумишь там, это все однобоко. Ну, смотрите, знаки и символы рулят в другом направлении. Есть, ну, мнения, в общем, разделились. Одни говорят, что вот Питерский международный экономический форум прошел там как бы плохо, Россию ждет прям какой-то ужас и коллапс в экономике и так далее. А я считаю, что Питерский экономический форум прошел очень хорошо, потому что там представили, вы не поверите, я когда увидел, я сам обалдел, это что-то. Там представили карты Таро, друзья. Кто верит в карты Таро, в эти предсказания, я думаю, вам понравится. Но карты Таро не простые, а специфические. Вот, например, король кубков изображен в виде Лаврова. Похож? Похож. Я, правда, не понимаю, почему король кубков. Я значения сильно не помню, не знаю, там, ну, очень поверхностно там разбираюсь. Но вот король кубков Лавров. Представляете? А это король мечей Медведев. Ну, тут, наверное, подходит. Король мечей. Он, когда он всех, скажем так, готов рубить в капусту этими мечами. А королева жезлов — это Питерский международный экономический форум. Представили карты Таро. Это королева жезлов Набиуллина. Понимаете? То есть, ну, как бы вот так. Нормально прошел форум. По-моему, великолепно. Раз там такие карты преподнесли. Интересно, работают или нет, да, вот там же, я знаю, что вот эти все, которые Таро, они очень там пристально всматриваются еще в саму структуру, а как сидит, а куда смотрит, а там что там рядом, а какие там какие-то штуки. А вот интересно по ним как бы погадать на будущее Украины можно было. Вот прям очень интересно. Не знаю, напишите, верите ли вы в карты Таро, особенно в политические Таро. Сейчас это тоже очень популярно. Многие там ведьмы, экстрасенсы, они все вот перешли на политические вот эти истории там, или военные истории. Но одно дело это когда, опять-таки, неважно, верите, не верите, но очень с пониманием можно отнестись, когда речь идет о человеке, который там пропал без вести, и люди идут, и, в общем, обращаются, жив или нет человек. Но есть же такие, которые переквалифицировались, прям могут знать, когда будут обстрел, когда прилет, в каком конкретном городе и куда прилетит. То есть есть такие. Как вы к этому относитесь, пишите, верите или нет. Сбывается или нет. Вот прямо интересно ваше мнение. Ну вот интересно ли погадать, вот дать каким-нибудь таким тарологам вот эти карты, как там они, туз мечей, там, туз кубков. Может, это тоже с возрастом приходит, я вот задумался. Вот к известному как бы товарищу, который занимается волонтерством, при Туле с возрастом пришли вот такие открытки. Ну, это вот как прям, да, это вот действительно, что называется, приходит с возрастом. И вот пишет товарищ Притула вот что. У меня уже тот возраст, когда друзья поздравляют подобными открытками. Типа, с меня не останавливаться, а с вас 44 гривны на рой мести.
Рой мести. Вот ссылка там Монобанк и все такое. И вот работаем дальше. Просто Притуле сегодня день рождения. Ему 44 года. 44. Поэтому он всем просит задонатить по 44 гривны. Но вообще, я вам хочу сказать, ситуация с донатами сегодня вышла на определенно тяжелейший уровень. У многих открываются глаза на эти донаты. Ну, если там Стерненко, Стерненко защищает Бигуса, что тот сделал каминг-аут работы на СБУ, а тот же донаты собирает, а он с Притулой собирает. В общем, это все понятно, да? Это касается даже таких очень, не военных, немного других сборов. Я бы даже сказал, личных сборов. Сегодня прогремел вот прям такой настоящий скандал. Потому что, кроме Буданова, сегодня у президента был на отчете Клименко, министр внутренних дел. И там, понятное дело, в общем, все это обсуждали, там ситуацию, и коснулись волонтерства и дискриминации волонтерства в Украине. Значит, вот, пожалуйста, сообщение. Значит, львовянин Назарий Гусаков. То есть вы видите его, да, это, скажем так, человек очень со специфической болезнью, мышечной, ему 31 год, и весь бомонд, все на свете. И он сам себе собирал деньги на дорогостоящие лекарства. Для того, чтобы поддерживать более-менее нормальной форме, там ему нужно, по-моему, 25 тысяч долларов в месяц, какие-то там таблеточки. В общем, сообщают, что он выехал из Украины и замешан в некоем скандале на сборе денег. Во время доклада Зеленскому Клименко подчеркнул, сейчас устанавливается круг людей, которые могли пострадать от вероятно незаконных действий. Назарий Гусаков выехал из страны 13 июня, и сейчас устанавливается, где он. Предварительно в сборах средств для Гусакова были задействованы 4 финансовых учреждения, финансовые какие-то каналы. Назарий Гусаков является одним из наиболее известных в Украине людей с инвалидностью. Он дал множество интервью СМИ, где рассказывал о своей жизни. Спинальная мышечная атрофия у него. 17 июня в соцсетях скандал вокруг него разгорелся, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что каждый раз он использует для сборов одно и то же изображение купленных лекарств. То есть там баночки стоят, и оно одинаково кочует из раза в раз. Сам Гусаков, когда на это обратили внимание и отчетов, что нет, сказал, что деньги типа как подписка на Netflix, чтобы поддержать его. В то же время украинские любители покера стали писать о том, что Гусаков просаживал огромные суммы онлайн-казино и покерных клубах. Тут, конечно, вылез мэр Садовой, говорит, мы сколько 30 или 13, я уже не помню, миллионов гривен выделили Гусакову просто так тоже, за счет Львова города. В общем, всем миром ему давали деньги, а он через криптосхемы, собственно, это все легализовывал. Потом, когда его заподозрили, уличили, он уехал за границу. Вот такая вот история. Дискредитирует волонтерство, дискредитирует все на свете. Вот так. Так что Притуле только 44. В принципе, сколько еще дронов можно? 44. В следующем году по 45 гривен будем скидываться на какой-нибудь рой мести. И так далее, и так далее. Значит, что касается, собственно, вот этих всех сборов. Вопрос же даже не в помощи. Вопрос во вранье. Когда люди скидываются на одно, а в принципе в ответ ничего не получают. И он сам публиковал отчеты, и в этих отчетах прокололся. А потом его немножко раскрутили. Отчетов Притулы... мы видели какие-то отчеты. До конца, понятное дело, через Монобанк, через все, никто тоже не понимает. Вопрос же не просто в отчете как отчете. Вопрос в том, вот этого инвалида его проверят, конечно. Он думал, что люди его поддерживают,
потому что он болен, и, собственно, он может делать с этими деньгами все, что хочет. Но все резко возбудились и возмутились, и эта история дошла аж до президента, потому что оказалось, что тратит деньги куда-то не туда. Играет в покер, где-то как-то, собственно, какие-то криптокошельки, потом начинал оправдываться, что эти криптокошельки там кто-то играл, это не он играл, в общем, такие моменты. Очень много вот этого всего. А представьте, сколько этого вот в этом волонтерстве Стерненко, Притул и так далее. Потому что речь идет о масштабах, о раскрученности, а волонтерство нельзя дискредитировать. Поэтому и с Клименко встретился и поднял эту тему Зеленский, потому что если вот подобными историями с вот этим инвалидом дискредитируется кормушка «Повернись живым», Притула, Стерненко, тогда вообще будет беда. Так хоть какая-то жизнь теплится и есть хоть какой-то электорат. Ведь все равно, смотрите, какая штука. Почему я в политику сюда вписываю и вмешиваю? Потому что человек, который не только который получил, человек получил деньги и голосует за кого-то. Но человек, который дал денег, он тоже готов за этого человека проголосовать. Это работает немножко наоборот. Особенно вот в этих условиях. Мол, смотрите, какой он там, молодец, это ж я ему деньги давал, значит, я его поддерживаю. И пускай там человек разочаровывается, но это подсознательно тоже работает. И это прочухал Зеленский еще там, не знаю, наверное, там, с тех лет, когда собирал на команду КВН себе. Да, то есть там по спонсорам ходил. То есть ты зависим не только когда ты там получаешь, но и когда ты даешь. Ты зависим, потому что ты дал. На это и расчет вот этих крупных волонтерских центров. Поэтому это очень важная проблема, чтобы не терять вот эту ниточку, потому что в конце концов проходит время, и эти волонтеры оказываются шарлатанами. Собирают, а потом раз, ой, и все прозревают, и вообще никому не донатят. Поэтому это на особом контроле. Вообще, конечно, все у нас через кишки. Причем не только прямую, а разные кишки. Об этом подтверждает уникальный сегодняшний финальный, так сказать, шум. Вот это, кстати, тоже интересный момент. Я знаю, где-то 45% представительниц прекрасной половины человечества нас смотрят обычно. То по статистике YouTube. Не знаю, верить, не верить. Может больше, может меньше. Может где-то пополам, может... Вообще мужиков вроде как больше. Но дамы тоже смотрят в приличном количестве. Вот как бы надели бы такую курточку Balenciaga? Balenciaga сегодня сообщили, представила пуховик в виде кишечника. То есть вот это символ кишечника. То есть вот так вот он там и переливается, и светится. Balenciaga чего? Интестина. Это даже вторая версия. Значит, биосинтетический какой-то материал. 27,5 тысяч долларов. Размеры от XS до L. То есть XL нету. То есть на таких, на худых. На худеньких, но с большим этим самым, так сказать, объемом. Как вам этот кишечник? По-моему, все очень в духе времени. Вообще в мире в духе времени. То есть война войной, что на Ближнем Востоке, что в Украине, а кишечник он по расписанию. Ну и цена, конечно, завораживает. 27,5 тысяч долларов. Конечно, ты понимаешь, что у тебя кишечник в порядке, раз за пуховик ты можешь выкатить такую сумму. Напишите, что думаете по поводу этой креативной идеи Balenciaga, которая оскандалилась, где только не оскандалилась на протяжении всего своего рекламного и пиар-хода. И с детьми там оскандалилась, когда там детство сделали аллюзию на какой-то, ну, скажем так, давайте так, взрослое времяпрепровождение, да, со всякими там наручниками и так далее. Кстати, поразительная история сегодня произошла.
во Франции. Странно как-то. Париж, Диснейленд собирают массовку. 100 человек пишут, ну, в общем, массовку. До открытия Диснейленда там должна быть свадьба. Поставили столы, там арки, все сделали, свадьба. На свадьбу созывают массовку, ну, для того, чтобы красиво все было. То есть церемония и там свадьбу погулять должны были до открытия. То есть это 5 утра. Людей там свозят в центре Парижа, точка, они сходятся. Ну, понятно, массовка за деньги. Все должны были приехать, все было готово. А потом организаторы отменяют это мероприятие. Это французская пресса описывает. Все как-то удивляются, так а что такое? А кто женится? Оказалось, что там какой-то британец, взрослый, 25 или 27 лет, и 9-летняя девочка, украинка. Организовывали какие-то 24-летние, 55-летние латыши. В общем, их в полицию. Всех в полицию. Мать девочки, украинки, в полицию. Это все отменили, это все не состоялось. Все в шоке. Так, а что это за свадьба? Жених говорит, я продюсер, я просто хотел снять картинку. Ну, видео какое-то. Типа, это все бутафорское, не настоящее, ничего не подумайте. Ну, там кого-то отпустили, кого-то еще из организаторов не отпустили. В общем, какая-то странная какая-то история. То есть украинка 9-летняя в Европе. Хорошо, не выходит замуж, а снимается с каким-то британцем. Понятное дело, что сейчас британцы такие пошли, черненькие, со странностями. Есть народы, есть народности. Среди этих людей есть и богатые представители, да, у которых есть и британские паспорта, которые могут себе позволить Диснейленд снять на несколько часов, полностью как бы выкупить, чтобы это был их Диснейленд на свадьбу, как локацию. Есть такие люди, которые там берут 9-летних в жены, ну это традиция такая. Ну это, конечно, ужас, ну это такой поворот. Ну а мать что? То есть тут очень странно все. То есть, если это не версия, что в очередной раз там мать продала своего ребенка какому-нибудь там выходцу из Пакистана с британским паспортом, например, да, или какой-то другой страны. Но вроде ее проверили, эту девочку, да, никто ее там не... Ну, то есть, даже сам факт, что эту девочку проверяли, говорит нам о том, что прям все очень натуралистично выглядело, как свадьба, а не просто как бутафорская съемка. В общем, трэш какой-то происходит на самом деле в мире, и поэтому куртка в виде кишечника это, по-моему, не самый зашквар и вообще поворот, так говорится, сознания. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что поставили лайки. Я очень благодарен всем, кто оставляет вопросы, кто пишет. Для меня это принципиально важно, что мы шумим вместе. Так, значит, это у нас здесь... вопросы. Игорь, значит, 627. Начнем с клуба зрителей. Александр Лукашенко опять в фаворе. Теперь Беларусь, Прибалтика времен СССР, но при капитализме на максималках. А у меня в фаворе вы имеете в виду? Или у американцев? Нет, мне кажется, там все очень тоньше. Келлог приехал что-то передать Путину. Но Келлог лично ничего не может Путину передать, потому что Москва его бортанула. Поэтому пришлось, извините, снимать шапку, бить перед батькой поклоны. Ну, а батька тоже такой, сами знаете, специфический человек. Он это все может очень красиво обставить в своих целях и выгодно. И поэтому, конечно, принял Келлога. Говорит, ах, тут надо разговаривать. Это первый визит за много лет вообще, в принципе, когда приехали в Беларусь американцы. Вы что? Деньги, выжимаемость... Бедка, зачем? Так, значит, спасибо большое за здесь то, что вы оставили в этой ветке. Еще раз, есть чат на самом деле большой клуба зрителей, поэтому, когда вы пишете в чат, это просто считается как обсуждение под ветками, конкретными анонсами. Ну, это для тех там около 100 человек, которые в клубе зрителей. Переходим сейчас непосредственно к предложке, а потом пообщаемся с чатом трансляции и подведем итоги. Что, собственно, что вы отправили, что вы написали. Значит,
Александр, я, можно сказать, ваш фанат, реготнулся не только на фотоне, только для общения и инфы для вас Сумщины. Итак, Сумская область. Прошел скандальный тендер. Дополнительно скидывая тут скрины, в телеграм-канале, значит, я размещу. Давайте пошумим в шуме. Покупают 15 школьных автобусов за 58 миллионов. Тендеры провели молниеносно. 11 июня объявлены, а 20 уже подписаны договоры. 38,5, 19,25 миллиона гривен департамент покупает школьные автобусы 10,5 штук. И итог типа, да, близость военнослужащих Российской Федерации творит чудеса. Вообще, у многих, конечно, это возникают вопросы, суммы, да, прифронтовые суммы, закупка школьных автобусов, когда учебный год закончился. То есть это типа мы сейчас закупим, покупают буквально там за 3 дня, за 9 дней, да, то есть 9 дней, они быстро все оформляют, деньги проходят уже через фирмы, школьные автобусы, где в принципе суммы там дистанционка, потому что обстрелы и тяжело, полобласти там дистанционка. В самих суммах сейчас, наверное, тоже будет дистанционка, потому что близость линии фронта большая. Но бабки распилили. Чего там, 58 миллионов? Нормально, быстро зато. Вот вам и отдел образования. Мародеры. Тупо мародеры. Так, вот здесь мне Камила Штерн выставляет претензию, это в предложку. Постоянно смотрю и слушаю, всегда очень хорошее мнение было о тебе. Но то, что происходит сейчас, ты стал как все. Зачем разносить непроверенную информацию? Ты сказал, что из Израиля выезжают люди. Хочу сообщить, что на момент начала войны в Израиле было сколько? 200 тысяч туристов? 200 тысяч туристов. Так вот, они выезжают всякими возможными способами, а израильтяне возвращаются в страну к себе домой. В день прилетает 15-20 рейсов, и особенно резервисты, которые получили повестки. Я понимаю, что у вас в голове не укладывается, но оказывается, так бывает, не надо опускаться до такого там уровня. В общем так, смотрите, ну, как говорится, флаг в руки. У меня другая информация, что все вылетают на Кипр. Это есть фото и видеофиксация. Вы считаете, что это 200 тысяч туристов, которых там выпускают гуманитарным коридором, а израильтяне со всего мира, получив поездки, возвращаются в Израиль? Ну тогда зачем было закрывать выезд со страны? Тоже вопрос. Об этом тоже было объявлено. Или это тоже какая-то непроверенная информация? Ну, понятное дело, что 200 тысяч туристов, но многовато, по-моему, 200 тысяч туристов, как по мне. Для Израиля, который в войне не сейчас, а после 7 числа на таком уровне держится количество туристов в Израиле. Ну, то есть, смотрите, давайте просто критически относиться ко всей информации, поэтому я тоже критически отношусь к информации, что израильтяне возвращаются в страну домой и по 15-20 рейсов прилетают. Так не летят же рейсы, вот только недавно были, вот совсем, вот сейчас открыли воздушные ворота, до этого ж не было рейсов, было полностью над Израилем глухая зона, только военные периодически пролетали рядом. Поэтому тут тоже надо на веру воспринимать. Но спасибо вам большое, что пишете, это очень важно. Угу. Так, значит, тут вопросы, пожалуйста, не пишите вопросы в теме сообщения. Потому что не до конца не читаются, пишите в теле сообщения. Значит, Бэтмен. Здравствуйте. Вопрос. Почему на российском ютубе есть множество интересных полезных каналов, например, таких как «Простая экономика», «Минаев» и так далее, а в Украине таких каналов, которые могли бы хорошо излагать историю и экономические процессы в мире, нет? Спасибо. Это катится уже 33 года. Ну, потому что российская страна больше, потому что специалистов больше, институты там остались, некоторые, понятное дело, там распались, но в основном как бы их удалось сохранить. Школы,
разных экономик. Поэтому выходцев или людей, которые там причастны к тем или иным школам, и специалистов просто больше. А из этого числа отсеивается гораздо большее количество ютуберов. Я никого не буду рекомендовать по поводу экономической мысли в Украине и так далее. Смотрите, и знаете почему? Не потому что нет, есть нормальные люди специалисты, но после того, как появился вот этот, как его, Милованов, да, когда он рассказывал теорию о том, что вы должны там, те должны сожрать этих, чтобы сожрать других. Ну, то есть вот эта история, да, то есть там тренинги проводил, который говорил, что я дебил, который говорил, давайте скинемся и купим вместе, выкупим в частную собственность мне в частную собственность, давайте скидываться, выкупим Киево-Могилянскую академию. То есть такие, фонтанировал такими идеями, и он был приближенный к власти, и тогда уже стало понятно, что не будет толкового ничего из этого, будет только хайп на всех вот этих темах. Серьезного, простого, познавательного разговора об экономике нет, потому что экономики нет. То есть все прекрасно понимают, там будут давать деньги, будет какие-то балансы, да? Перестанут давать деньги, даже в кредит, все посыпется. То есть не о чем говорить получается. Там Кущ мог говорить о каких-то кластерах, каких-то идеях, каких-то там защищать, но это все настолько в плане там, это прожекты. При всем уважении, но война это просто рубит на корню. Это, понимаете, на самом деле есть, когда-то мне попались какие-то ролики новостейные, довоенные. Что-то вот я на днях смотрел такое, из архивов, то есть обычные новости. И я вот сравнивал время довоенное и военное, и как изменились новости не в плане там пропаганды, пропагандой, а в плане вообще, осмысления подхода и то, о чем людям говорят. И вот когда в пропагандистском угаре наши СМИ говорят о том, что смотрите, это все вот там, это, кстати, Центр противодействия дезинформации этим любит грешить очень часто, мол, смотрите, россияне там засунули, власть российская, голову в песок по поводу войны в Украине. Типа, что там ничего не влияет, там у них это... Они сохранили таким образом, экосистему мирного времени. А это ведь очень дорогого стоит. Вот правда, сохранить экосистему мирного времени очень дорогого стоит. Потому что ты в этой системе даешь людям надежду, шансы, свободу и так далее. И гораздо легче было бы всех загнать в однострой. Представьте, вся Госдума Российской Федерации, весь кабинет министров, вот эти Собчак, хотел сказать, господи, вылетело с головы. Собянин, да, у него тоже день рождения, там что-то в этих числах, или вчера, или сегодня. Собянин, мэр Москвы, в однострое, как мэр Кличко Киева, так вот Собянин. Путин ходит в этих всех там худи с вышитым гербом России. Вот просто представьте. Телек то же самое там делает. Все там вот эти все наряжаются. Там Мишустин, да, в этом самом тоже ходит в форме. И вот это вот все как бы зеркально противостоит друг другу. Вот просто представьте эту картину. Это, конечно, сюр был бы. И все там, все для фронта, все для победы. Причем ни хрена для фронта, ни хрена для победы. Как имеется в виду Украина, да, то есть оборонзаказ не выполняют, еще там что-то, там рассеяли какие-то, все там бабки на этих беспилотниках сбивают там и так далее. То есть вот это вот все, вот просто переложить и в зеркале с увеличительным стеклом это посмотреть. И что бы сказали там на Дальнем Востоке, везде, то есть во всех окраинах. То есть другая политика. То есть вместо того, чтобы локализовать войну, вместо того, чтобы сделать ее, то есть как, если вы понимаете, что это надолго. У Зеленского после Стамбула все понимают, что это надолго. Вот сейчас события на Ближнем Востоке, все понимают, это надолго. Но у нас, получается, в Украине это вырядились все, помазали всех одним миром,
укололи всем инъекцию пропаганды, а потом начинаются отходники, становится очень больно. Так может лучше действовать вот этим путем, сохранить какую-то часть, у них такая есть такая типа модная тема у россиян, да, типа Патрики, типа. На Патриках все хорошо. Ну, это район, я так понимаю, Москвы. Вот на Патриках все классно. И вот эти Патрики, они есть в каждом городе, в каждом регионе, вообще всю страну делают такими Патриками, которые живут своей жизнью, войны не касаются. Так может это не ошибка, а преимущество? Ну, то есть об этом тоже надо философски подумать с точки зрения государства-строительства конкретного государства. Не Украины, а вот конкретного государства. Сейчас посмотрим, как Израиль и Иран отреагируют в этом отношении, в плане там, влияния государства на происходящее. Так, друзья, всем большое спасибо. Анна Салам, благодарю за Салам, да, благодарю за то, что поддерживаете суперстикером, суперчатом. Как ответит Иран? 21% считает, 20 тысяч голосов мы получили, 21 тысяча, спасибо большое. 21% считает, что уничтожением Израиля, 17% атакует базы США или корабли, 25% формально ответит, но ядерную бомбу создаст. Ну и 36% никак, будет выжидать. Спасибо большое за ваше голосование, очень интересное голосование. Это прям важно. То есть спасибо огромное. Это здорово, то, что вы проголосовали, причем разница такой, разбег такой интересный. Судя по всему, ну, наверное, здесь, опять-таки, мы голосуем, у Ирана свое видение, у нее своя философия, что он будет делать, он будет предпринимать, это их дело. По поводу пролива, наверняка будут закрывать этот пролив, даже на какое-то время, даже не то, что там минировать сплошняком, и это создаст уже волатильность на рынке, создаст уже проблемы. И Трамп, прежде всего, даже если не будет новых ударов, он пожалеет о том, что он сделал. Плюс совбезы дадут перца, будет расслоение геополитическое. То есть Трамп запустил эту дурмашину раскола мира. Вопрос только в том, что сможет ли этот он раскол как бы так остановить. Ну, думаю, вряд ли, потому что страны не поддержали. Страны могут поддержать лишь в том случае, что больше не будет этих ударов, да, и вот там как... Опять-таки, это все от компетенции. Ну вот Рубио говорит, зачем Ирану космическая программа? Он что, собирается на Луну отправлять астронавтов? Ирану нужна программа для того, чтобы он нашел эти баллистические ракеты, там, короче, то есть осваивать этот космос малый для того, чтобы бить по другим континентам, короче, по Америке бить. А то, что космическая программа включает в себя спутники, включает такое же мирное освоение космоса, как бы шаги вперед, ракетоносители, кооперацию вокруг космоса с теми же Китаем и Россией, об этом он как-то не подумал. Потому что не может у Ирана не быть там, космической программы, да, если они не в этой кооперации. Потому что эти программы есть у Китая, у России, и они, может, они тоже будут там Марс осваивать. Ну, например, ну хорошо, Марс у американцев в программе, а они захотят, например, там, не знаю, дотянуться до Венеры, например. Ну, гипотетически. Меркурий тут далеко сильно, но до Венеры. То есть, понимаете, в чем дело? Это вот уровень компетенции. То есть, если ты хочешь космическую программу, то значит, ты должен делать баллистические ракеты. Так Украина тоже назначила себе эти войска космические. Помните, объявила недавно? Это получается по той же логике, тоже межконтинентальные ракетные комплексы, которые будут стрелять там, по Бразилии, там, по Дальнему Востоку, по Китаю, наверное, по Австралии. То есть вот для этого Украина это сделала? Нет, конечно. То есть Рубио как бы вступил как бы в дерьмо и вонючее и не может вытереть свой ботинок. Некомпетентности. То есть вы понимаете, на этом уровне, вот в ситуационной комнате все и происходило. Вот на этом уровне. Ударим. А где твой интерес? В венчурном фонде. Как-то так.
Так, друзья, значит, Лилия Шеломис. Вопрос, что за сайт «Шум власти» с вашими видео? Смотрите, есть, ну, то есть, давайте так. Ко мне он не имеет никакого отношения, но смотреть его можно. Ну, я просто... Сегодня же день, когда опять объявили эти санкции, да? То есть очередные. Я не знаю, там сколько уже. Интересно, а можно на домашних животных санкции объявлять? А что, у них же тоже есть паспорта, если они там международные куда-то. Может, там какие-то, не знаю, там помощь им тоже оказывают. Там, какие-то там экономических отношений нет, но у хозяев есть. Сейчас же опять санкции вводят. Поэтому так и отвечаю, да? То есть, поэтому есть такой канал. Ну, то есть, я к нему отношения не имею, но смотреть его можно. Так. Патрик и Саша опустели, нет уже дней этих светлых более, кто в Испании, кто на исторической страдает. Николай не знал. Ну, это просто есть такое выражение. Но опять-таки, знаете, все что чтиво, литература и так далее, и так далее. Ну да, тут за Патрики, конечно, зацепились. Евгения Меркулова, не знаете Россию совсем, если думаете, что Патрики — это Россия. Не-не-не, я имею в виду, смотрите, не Патрики — Россия, я имею в виду спокойствие, сохранение мирной гражданской жизни. Вот это принципиально важно. Мирная гражданская жизнь, хоть на какой-то территории, хоть где-то. Приграничье, понятно. Там, где война, понятно. Где военные проходят или находятся, или это понятно. Но вот эта вот задача мирной жизни. Просто украинская сторона считает, что это признак слабости. А по факту может оказаться, что признак силы. Так, Александр, у вас есть охрана? Нет, у меня охраны нет. Так, значит... Сегодня день памяти и скорби. Да. Саша, как вас найти в Телеграм? Телеграм-канал Шелест. ТГ Шелест. Везде есть ссылки по поводу Телеграм-канала, как найти. Добрый вечер. Как думаешь, ближневосточный конфликт повлияет на конфликт на Украине? Цены на нефть растут. Россия производит, совершенствует герани. ВС РФ начали использовать герани как FPV. Так, смотрите. Тут два аспекта. В военном плане повлияет. Но тут вы правы, я с вами, Рамазан, согласен, повлияет технологически. То есть это будет следующий шаг применения чего-то иного. Опять-таки, нам же как говорят? Авиация бесполезна. Ну вот, пожалуйста, Би-2 показали американцы. Показали и применили. Засветили в боевой работе. Красивенько. На схемках. Ага, все примерно поняли. Опять-таки, бомбы, тех, которых 20 штук у США, ну якобы. Я думаю, что больше, но немного этих таких бомб. Они применили. Эффект понятен. То есть в любой войне технологически есть отрава противоядия. То есть яд противоядия. И все прекрасно понимают, что ага, то есть, значит, если есть применение, есть совершенствование. Почему там с Дудкиным мы говорили, я как бы по старинке все шахеды, а он говорит, не-не-не, герани. Потому что шахеды, опять-таки, да, от шахедов осталась только форма. Вот сейчас эти шахеды над Украиной, тоже их там сбивают, они падают, взрываются, ну, то есть приносят горе людям, отстрелянные эти все, я тоже публиковал в Телеграм в Одессе, вот эти пули, да, вот крупнокалиберных пулеметов прилетают людям, там пробивают стены, пробивают крыши. Но это все совершенствуется, когда это работает. Вот сейчас будет, наверное, скачок совершенствования там каких-то ракетных ПВО историй. Наверное, если затянется надолго. Вполне вероятно, что в технологическом плане это повлияет на определенное совершенствование вещей. Массово нет, потому что война на Ближнем Востоке оттянет все ресурсы туда, в том числе американские. И даже если, вот смотрите, ничего не произойдет, Иран не будет бить по базам,
американским, по Израилю, там, ну, по Израилю будет, конечно, но имеется в виду по каким-то американским интересам. Америке, как ни крути, нужно укреплять уже сейчас и усиливать, чем они и занимаются всю прошлую неделю, усиливать и перебрасывать туда все военные мощности, какие только есть. То есть Украина на голодном пайке. В этом отношении повлияет, конечно. Цены на нефть. Тут интереснее гораздо, потому что цены на нефть, те говорят, выгодны России. Да, но я не думаю, что это критично сопоставимо. Ну вот что, допустим, при такой-то цене будет война, при такой-то не будет война с Украиной. Абсолютно, как по мне. Абсолютно от слова совсем. Хулиганка. Трамп хотел помирить, не вышло. Белорусский кот Леопольд возьмут помирить. Да, хулиганка, спасибо за поддержку. Так и есть. Мне так кажется, что белорусского кота не просто так сейчас достали из мешка. Это да. Так вот, завершая ответ на вопрос. Прямо цены на нефть не зависят на уровень боеспособности России, как бы об этом не пели сейчас там разные аналитики и Зеленский в плане санкций. То есть война будет продолжаться. Интенсивностью будут регулировать больше-меньше. То есть больше-меньше, но воевать будут. Это повлияет прежде всего на Европу. Потому что вот эти танкеры все, которые с Ближнего Востока отправляются с нефтью, вот эти все, скажем так, это действительно засада. Если Иран вот на это пойдет и все перекроет надолго, это прям засада для Европы. Ну, понятно, для этого этих контрагентов ближневосточных это проблема. Но Европа первая будет страдать. И тогда возникнет что? Ответ. Правильно. Нефтепроводы, газопроводы в Европу со стороны Российской Федерации. Как пить дать? Потому что там война, а если еще и надолго, так лет на 5, вот это все. Перекрытые хуситы эти стреляют, перекрывают Красное море, эти перекрывают залив. То есть это никуда не деться Европе. Им придется, ну, как бы подпитываться от России. Соответственно, украинская история, ну, пойдет на спад. Ага, так. Когда на Берлин? Ну, это понятно. Спасибо большое, спасибо. Шахеды страшно, Герань не страшно, в этом разница. Да, шахеды страшно, но это правда страшно. Поэтому, ну, то есть, ничего хорошего. Шелест, интересуешься своей родиной, Луганском, как там дела, что роднее сердцу Киев или Донбасс? Спасибо за шум. Спасибо вам, Ева. Значит, Луганском интересуюсь, попадаются там мне в соцсетях какие-то кафешки открываются, то есть, ну как, имеет тут обычной жизни в городской, интересуюсь. В этом плане интересуюсь. Не событиями, то есть мирским, не вот этим всем, мирским. Не знаю, что роднее Киеву, сердце, Киев или Донбасс, что роднее, не могу сказать. Не могу ответить на этот вопрос, потому что роднее сердцу, наверное, колыбель Донбасса. Ну, там мать похоронена, то есть хотелось бы по улицам, где маленький там был, походить в этом плане ностальгии. Насчет Киева, ну, понятное дело, что тоже считаю там как бы своим городом, не чужим мне. Но вот тут разные как бы эмоции, разные, с разного находятся. Так, значит, да, спасибо большое за поддержку, Ир-85, да, благодарю вас. Спасибо, если пользуетесь этим ресурсом, поддерживайте меня. Это не сборы притулы на 44 года, это как бы просто лично ваша поддержка. Так, в Украине есть свои Патрики под Киевом. Нет, я так, насколько я понял, не под Киевом. Тут не в этом плане Патрики. Ну, это опять-таки, какой смысл вкладывать? Если Патрики, то это где-то там какой-то район в Киеве именно там, да, то есть какие-то новопечерские липки, там имеется в виду что-то вот такое. А под Киевом там, да, действительно Кончезаспы, Козины разные там населенные пункты, где
элитные все вот эти маетки, эти особняки, да, эти все здания вот эти, поэтому да. Шахед совсем не шахед, совершенствуется. Ага, Шелест в Киеве, он в Испании, да. Так, как там кофе в Венской опере. Друзья, всем большое спасибо, да, Родина, да, дело в Родине тоже. Почему Балашова больше нет в эфире? Ну, вы послушайте, что он несет, ерунду там. Надо Шелеста ликвидировать или не надо, там какой-то ересь, какой-то бред какой-то полный, то есть, ну, какой эфир? Ну, у него есть там собеседники, пускай беседуют. Я думаю, что отойдет немножко, там, эта пелена спадет, какие-то там работа на кого-то, куда-то, хотя он все прекрасно знает, понимает. Просто мне просто раздражает, когда это вот это вот, знаете, есть такое выражение «вид людей». Ну, там, ну, это больше касается того, чтобы, ну, как от людей, чтобы люди тебя вот так вот воспринимали, да, то есть вот так вот. То есть ты на самом деле вот так вот, на самом деле ты сам знаешь, ты все понимаешь, ты там это, но вот на публике надо вот так. Это вот там в советском тоже менталитете зашито, типа мы все любим этот, как его, все любим Ленина, все любим партию, хотя на самом деле там все там, не прочь пожевать жвачку, поносить джинсы, там, послушать Битлз там, и так далее. Там, да. Это вот в Украине тоже все за Украину и все украинскую мову. А дома на языке нормального общения с близкими людьми все говорят по-русски. То есть никто не парится, да, никто там нет такого. Это вот такие маски, да, такой. Оно шизофренией можно назвать, но маски. Ну, мне вот это не совсем нравится, не совсем это комфортно. Нет, есть места и правила, то есть, ага, то есть, там, я вот тоже на телевидении работал, там на украинском, окей, на украинском, вообще не вопрос, проблем нет. То есть, ну, зачем делать вид, что ты всю жизнь и в быту, и вот это все, а на самом деле, там, говоришь по-русски еще и с матючком, и на жаргончике, да, ну, поэтому вот такая история. Вы путаете Патрики с Рублевкой. Да. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо за этот. Спасибо за этот, как бы, ликбез. Да? Да, у половины народа в Украине родина СССР. Да, это факт, это правда. Так, значит... Александр, а вы видите отличия между украинцами и русскими? Нет, ну есть отличия, конечно, между украинскими и русскими. Ну, да, то есть, ну это такие же отличия, как между там, не знаю, там, москвичами и уральцами. Вот на Урале, вот тоже так интересно, знаете, там, например, там, это такие же примерные отличия. Ну, белорусы отличаются от русских? Да. Украинцы от белорусов тоже. То есть как бы общее, да, глобально, а есть вот такие какие-то особенности и различия. То есть особенности есть у всех. Третья мировая уже идет, началась уже. Когда все закончится, все ли будет как было, или будет по-другому. Юрий Исаков, все будет по-другому. Все будет очень по-другому. Но благодаря тому, что будут люди, которые помнят, как было, есть шанс, что все будет неплохо. Вот на этом философском умозаключении я хотел бы, и такой надежде, да, хотел бы закончить этот эфир. Всем большое спасибо за то, что это воскресенье провели мы вместе, этот вечер воскресенья. Всем хорошей, плодотворной будущей рабочей недели. Берегите себя. Шахеды летят, там взрывы уже, ПВО работает в Украине. Понятное дело, там, что Зеленский уже определил цели, будет стрелять и по России, там, и по Крыму, и по югу, там закрывали в Волгограде аэропорт, было сообщение. То есть понятно, что это все еще будет дальше. Но надо сберечь себя, сберечь то, что внутри. Важно. Особенность не делать, свое особенное, не делать там категорически противным от другого, да, то есть там особенности надо уметь распознавать и за счет этого выигрывать. Выигрывать прежде всего лично. Всем всего самого хорошего. День
становится меньше, ночи становится больше, но если мы шумим, то нам эта вся ночь нипочем. Добра и света – хорошо,